Так, Масерга Сала Маршал Дуай. Уаятан эфир дахурю. Уайгаз дистрелаза дуккани алла. Хит сядар واحد. زريات كيتنا. ويبال دابو دي بقى دار واحد. مش эфир юж лят чазарят квартурят а микрофон дик хазарят свой. خلاص ديك خناير. دق. إبراهيم. ويا. Так. Массана хайт еще гида хайт. Сейчас мы эфир начнем. В 22:00 Алам Алирвай, но сейчас постараемся сделать. Без проблем, цены слор. Ибраим. И до бакыш. Я كده هيطلع. Ой, бакыш وري. Так, и тебя даю Валерию, да. Сейчас чуть-чуть дайте мне время. И мы... شو يعني مسلم خير شوية إبراهيم نجا أحسن مسلم يدخل شوية صح حرشم ديلا مسلم يعني إيه يعني وش بلنا شيزوفريني كوات وخلاص دي так так да це ульта 19 минут я собор да ищи царство вала да так да يقول له ويس وعمخي نحا перезапустить ирюк когда он даст. Так, сейчас так петличка халатевый. Изволил. Так. Дичь станет следовать еще, я лара. Вот. Все. Петличка готов. Звук, надеюсь, будет нормальный. Качуам из рубады дичь. Так. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Добрый вечер, уважаемые друзья, дорогие подписчики. Надеюсь, что меня слышно, видно. Так. Если слышно, видно, мои друзья, дорогие подписчики, надеюсь, что меня слышно, видно. Так.
Если слышно, видно, дайте знать в Инстаграме. Отпишитесь, напишите и дайте знать. Слышно меня, видно? Как слышно, как видно. YouTube сейчас подключается у нас. Так. Ибраим, слышно, видно меня в Инстаграме? Так, видно, слышно. Все отлично. Окей. Ну что, уважаемые друзья, Ибраим, дай знать, в YouTube подключилось уже все? На YouTube канале работает? Так. Сейчас Ибраим ответит. В Инстаграме дай знать. Все, да, все, хорошо, уважаемые друзья. Добрый вечер всем. Добро пожаловать на нашем прямом эфире. Мы с вами давно не встречались. Но, как говорится, в любом случае, все к лучшему. Сегодня мы затронем несколько вопросов и по нашему пополнению для работы документами. Ответим на ваши вопросы. Точно так же сегодня, вы знаете, у меня было днем такое, хотелось, конечно, покороче, но выступление, там прямой эфир, короткий стрим, где подняли вопрос. Этот вопрос мы тоже рассмотрим. Более, надеюсь, если у кого-то возникнут вопросы по данной тематике, я отвечу. Я, конечно же, вне всякого сомнения говорил, и вы слышали в основе своего выступления. Вчера буквально от нашего подписчика поступило сообщение. Было это уже ближе, как раз я загружал по тем археологическим находкам, которые были найдены во время налаживания дороги, полотна в горной части нашей родины, в Галанчожском, ныне Серноводском районе, Нохчичу. И вот в этой области захоронения я как раз загружал, и ко мне приходит сообщение, чтобы я высказался по данному видео. Скажу так, в основе своей я, в принципе, высказался полностью. И все-таки для тех людей, кто не понимает, о чем идет речь. Видео я загрузил, вы видели все. Не знаю, сейчас получится или нет, постараемся показать. Нет, он на титульной стороне не показывает. Посмотрим, видать, возможно, нужно будет обновление. В чем заключается суть и весь сыр-бор? Человек загрузил у себя на странице то, что он посетил комитет по делам молодежи республики, соседнего региона, республики Ингушетия. В принципе, скрывать, не скрывать, тут смысла нету, все видели, наверное. Вы знаете все, что, может быть, и правильно было бы, и правильно начать, что в первую очередь в прошлом месяце произошло чрезвычайное происшествие. Погиб маленький мальчик Хазир. Дал Дегал Уайлес, дал Елсмани Охло Уайлес, дал Эгартан Пейден Уайлес. Это трагедия для всего Кавказа. Но эта трагедия показала лишний раз, как на самом деле Кавказ объединяется. И вот эти распри, ненужные разговоры уходят в небытие. Все это видели. Я, честно сказать, сделал пару постов. После со мной связалась некая Анжелика.
она попросила, там была фотография Хизира, что мать не хочет, чтобы фотография сына была в интернет-пространстве, попросила, и я его удалил. Этот пост, несколько постов, где были фотографии Хизира, я удалил, остальное вы знаете у нас на канале. Что было очень интересно, я, честно сказать, по этому поводу не люблю на горе людей злорадствовать или заниматься хайпом на этой теме. Для меня недопустимо, я думаю, для нормальных людей недопустимо. Но все, что делается для блага, для единства и братства, делалось и делается. И высказывания многих братьев из Республики Ингушетия на самом деле согрели душу многим представителям нашего народа. Тут никто не должен лукавить, и все знают. И в принципе, то же самое мы и говорим всегда, и это, конечно же, хорошо, вне всякого сомнения. Но ситуация закончилась, мальчика нашли, и после этого начались будни. Рассказывать о ситуации с туристами или там с приезжими, кто там выступил, один из братьев из Ингушетии сказал: все, кто называл другие нации соседние, вы видите, где они, когда все остальные братья здесь, десятками, сотнями, тысячами, было высказывание. Имя этого брата я не знаю, вы все слышали эту аудиозапись. Он сам из Республики Ингушетия. Дал сидуэлцу, дал ахуэл за правду в тяжелый момент. Сказать правду — это вдвойне тяжелее. После этого началась критика к этому парню. Начали показывать парня в футболке с грузинским флагом. Опять же, это субъективно, как говорится, дело каждого. Мы туда не вмешиваемся. Поднялась тематика, опять же, кто нашел, не нашел, начали на этом спекулировать. Альхамдулиллах, по воле Всевышнего, это все закончилось. Аллах все видит, все знает. Думаю, что здесь мы в этой ситуации высказали свое мнение. То, что мы знаем, есть которые официальные данные. Это тоже их показали и по телевидению, хотя эти два парня ушли, и они сказали, что они были там, и другие ребята подошли, и все остальное. Два ролика, которые были сняты одним, я не знаю, как его зовут, один из чеченских блогеров, который снял, и один из Дагестана, которые указывают, честно сказать, что он нашел или этот нашел. Суть, самое важное то, что мужество этого мальчика, разбитые сердца родителей, объединившиеся, это не факторы, которые случились за этот промежуток, за эти 7-8 дней. Объединился Кавказ. Многие братья ингуши и чеченцы поняли, что мы есть и остаемся одним единым народом. Эти все моменты мы видели, и благо нас за это упрекать не стоит. Конечно же, были и нарнийские паблики. Как ни странно, двое из этих нарнийских пабликов сразу же написал мне, высказывая, что они ничего подобного никогда не делали, не стравливали. Хотя я прекрасно помню, по крайней мере, один из них выкладывал переделанную через и фотографии меня и моего брата, которые они подделывали. Аллах всем судья, и все знают, под какими лозунгами закидывали. Все это я им объяснил. Мы никогда не притворялись ни белыми, ни пушистыми. Мы сказали и говорили, и сейчас говорим. Если нету, как говорится, каких-либо претензий к нам, оскорбления нашего народа, искажения нашей истории, альхамдулиллах, мы только за братство и за обсуждение в рамках культурного взаимоотношения, культурного общения,
Социальные сети созданы именно для того, чтобы мы могли между собой общаться. И негатив не надо оскорблять, не надо создавать левые аккаунты ботовские, потом писать про мать. Если отец, все мы в основном взрослые, у многих или мать умерла, или отец умер, они перед Всевышним. Но это и неправильно. Если есть какая-то возможность, вот книга приблизительно, вот книга, мы берем, я зачитываю, кто-то согласен, кто-то не согласен, мы можем обсуждать это, не переходя на личности, не переходя на оскорбление. С первых дней я выбрал для себя тактику, очень неблагодарную тактику, вы все прекрасно это знаете. Я выбрал тактику, что человек на Кавказе всегда славилось никогда не говорить за спиной. И если что-то говорить, показывая свое лицо, как настоящий кавказец, как мужчина, должен показывать свое лицо, высказать свое мнение. Правильное оно, неправильное оно, допускаются ли им ошибки? Конечно, будут допускаться ошибки. Вы постарайтесь в течение, грубо говоря, 8 лет переработать тысячи и тысячи документов и где-то не ошибиться, где-то ты просто-напросто публикуешь, не глядя, надеясь, что на людей, которые тебе прислали, это все проверили. Но не всегда бывает. И как указал один из нарнийских утырков, он пишет как раз после этих событий, после того, как нашли Хизира, начали писать в некоторых пабликах, что вот там Башлам, он там здесь, там сделал, там, я увидел там, он заменил черкесы на чеченцы в одном месте, и во втором месте, он говорит, где было указано ингуши-кистинцы, он говорит, написал кистинцы-чеченцы. Все эти два момента мы давно уже обсуждали, мы говорили о них, я вам рассказывал, повторяться не буду. Ну, постарайтесь сделать для начала 16 тысяч постов, грубо говоря, да, но пускай там будет плюс-минус, даже 10 тысяч, 6 тысяч оставим до 2018 года. Канал мой с 2013 года, как вы знаете, то, что у меня есть. Постарайтесь проводить 1000 часов в прямом эфире за эти 8 лет, рассказывать, где-то что-то забывается, где-то путается, всякое бывает в жизни. Но и несмотря на это, мы всегда призывали и призываем, и говорим, и в то время говорили, и сейчас говорим, мы подходим к главной теме. Если не будет с той стороны никаких оскорблений, претензий, то мы только за. Общение и так мы готовы. Главное, чтобы было все в рамках законодательства Российской Федерации. Мы все граждане Российской Федерации, и Чеченская Республика, и Республика Ингушетия, не стоит об этом забывать. И я всегда просил, даже когда приходили в то время какие-то из представителей соседнего региона, я всегда говорил, прошу не высказываться в адрес руководства регионов, ни вашего, ни кого-либо, ни всех остальных. Почему? Потому что вопрос даже не в том, что я сказал или не сказал. Вопрос в том, что я не хочу, чтобы после моего эфира какого-то человека, а мы знаем, что специальные службы работают везде, работает ЦП, МВД, они в любом случае найдут этого человека, и рано или поздно будут проблемы. А чтобы не было проблем, нужно изучать, рассказывать историю, географию, культуру, занимайтесь образовательными процессами, не переходя на какие-то политические моменты, с учетом того, что я не баллотируюсь ни в президенты, ни, как говорится, куда-либо в другое место. И вы то же самое. Это площадка для простых людей, гражданского сообщества, для тех, кто любит свою историю, культуру. Нам нужна консолидация, нам нужно единство, по крайней мере, цель образования, рассказать своим близким, родственникам, друзьям, детям, старшему поколению, тот, кто по каким-то разным, вы знаете, причинам за последние 20-30 лет у нас выпали по истории, у нас большой пробел, чтобы возместить это, и делиться и полевыми материалами, все это нужно преподнести и донести до людей. А чтобы это сделать, мы для этого и создали этот канал. Конечно же, параллельно мы отвечаем на вопросы. И если же непосредственно, я хочу еще раз подчеркнуть, никогда из всех этих постов я говорил и говорю, уважаемые мои друзья и соседи, и неуважаемые нарнийцы, чтобы вы понимали,
У меня все посты, они на моей странице. Я не удаляю посты. Если же мне кто-то в директ не пришлет и не скажет, вот здесь-то, компиляция, подменили, заменили, и это неправильно, Башлам, посмотри, это подтасовка или... Я в этом случае еще с первых дней я говорил, я удалю пост, потому что это неправильно. Все, информация должна преподнести честно. В любом случае, ту, которую ты преподносишь. Я, по крайней мере. И я всегда говорил и отвечаю за свои слова, и сохраняю видео на инстаграм-канале, чтобы люди могли посмотреть и сравнить, говорил я или нет. Все без исключения, все там 1000 человек, которые приходят, которые не знают по публикации нарнийцев, искажая мое имя, которого у меня никогда такого имени и не было. Мне моя бабушка и мои родители дали имя, я отзываюсь только на него. А остальные, кто начинает с мата, с левой страницы, я сразу говорю, я с Лей не разговариваю. Я из, и чтобы было вам понятно, я из Эзди народа, Нохчу народа. А Нохчу народ Камду. Поэтому с Лей я не общаюсь. И я, когда в личку они начинают писать, сразу перестаю, потому что салам дел, спроси нормально, и я отвечу нормально. Начинаешь с мата или с оскорбления, я говорю, ты раб, а с рабами я не общаюсь. Я удаляю это, чтобы было понятно. Это моя политика с первых дней, как было, так и есть. Вот. А что касается остального момента, и еще, точно так же я сказал, что если есть все, кто приходил, я говорил, если у вас есть посты, где я якобы оскорбляю, без разницы, аварцев, ингушей, осетин, грузин, кумыков, даргинцев, у кого претензии есть, предъявите мне этот пост, и после этого мы уже поговорим, и обосновано или нет. Что касается народ, который появился, или там появились от Дельпоца, или Дельпоцевский проект, я еще раз вам повторяюсь, и еще раз вам говорю. В основном эти разговоры были в директе, которые заходили и говорили, что вы нагайцы, потомки этого, того, третьего, десятого. Когда начинали такие вещи говорить, я говорил, смешно, когда это говорит Дельпоцевский проект. Я это говорил и не... Вот столечко, не переживаю, я не говорил на весь народ. Я говорил именно тех людей, кто занимается фитной. Чтобы народы не называть и не оскорблять мы друг друга, чтобы не были, мы все с первых дней знаем, что мы называем сказочников, балаболов, называем мы их нарнийцами. Будь он чеченец, если он врет, он нарниец. Будь он дагестанец, будь он ингуш, осетин, без разницы. Если человек врет, рассказывает сказки, мы называем его нарнийцем. Опять же, слово нарниец это не оскорбление. Мы знаем все сказки о Нарнии, да, это сказка, где сказочные персонажи там через шкаф проходит какой-то другой мир. Вот из-за этого мы называем. Даже это, в принципе, не настолько оскорбительно. Но оно используется всеми, и хорошими, и плохими, и это хорошо. Потому что, по крайней мере, ты перед и Всевышним, и более понимающим человеком можешь сказать, что здесь речь не о народе, а о сказочниках. Поэтому я это говорил и просил предоставить. Те, кто заходил в личку, сказал и получил ответ, потом вырезал, вынес это и говорит, вот он везде нас оскорбляет. Мы оскорбляем, я оскорбил только тех людей, которые оскорбили наш народ. Я оскорбил этого человека именно и тех людей, кто с ним его поддерживает, я их назвал. И проектом, и Эрдобоном, и кем угодно, без разницы. Поясню. Если весь мой народ, если всех подряд, мать, отца, достойных людей, люди оскорбляют, то если я их называю дельпоцевским проектом или каким-либо проектом, не народ, а именно его и их все последователи, кто сидит там, чтобы разжечь фитну, я думаю, что вам не нужно за эти вещи переживать. И вас это не касается. Но если кто-то воспринимает себя, я говорю только так. На воре шапка горит. Если это к вам не относится, вы не говорите, что это вот он весь народ называет. Итак, эти вопросы мы закрыли. Что касается следующего вопроса, я хочу, чтобы вы понимали.
эта ситуация заканчивается, есть выступление, и мы видим выступление двух, кстати, очень давно не выступали, некого гражданина Абадиева и Султыгова. В речи Султыгова я послушал, врать не буду, сразу, конечно же, послушал, будет ли негатив или нет в наш адрес. Султыгов не сказал ничего, Сираждин, в адрес чеченского народа, даже не задел, даже не намекнул, что тоже хорошо. Он поблагодарил, сказал, что все сделали грузины, огромное спасибо. Это личное дело его, я не вмешиваюсь. Это ваши взаимоотношения с Грузией, называйте как хотите. Там честь и достоинство чеченского народа не задето, а то, что он говорит там, их было больше, они сделали много, благодарить, там звонили, не звонили, это уже сами братья ингуши, все, кто там был, знают прекрасно. Это они поставят свою оценку. Но некий Идрис, тот самый, который некогда написал книгу, я пропущу моменты про канализацию, это меня не касается, это внутреннее дело наших соседей, братьев, называйте кто как хочет. В самом конце своего выступления 14-минутного, я этот видеоролик еще не загрузил, он выступает с пафосным заявлением. Для меня это, конечно же, был очень хитроумный план. Там, честно если сказать, понятное дело, что не устраивало то, что объединились Нохчи и Галга, начали называть себя единым народом, что братья, в тяжелый момент всегда мы есть. И чтобы противостоять всяким фитначам, видать, этим людям то ли не понравилось, то ли что, я не знаю. Но в конце выступления, это 2-3-минутное выступление, где он начинает говорить завуалированно, обвинять, затрагивают и чеченскую сторону, и осетинскую сторону. Но он делает это очень хитро. Он делает это очень хитро. Если вдруг чеченцы скажут, ты почему в этот тяжелый момент говоришь такие вещи, алейкум салам, он скажет, что это он имел в виду осетин. Если осетины же скажут, ты почему такие вещи говоришь и высказывания, он скажет, это не вас касалось, это касалось чеченцев. Отношения и к тем, и другим. Какие вопросы, что он говорил, вы видели сами. Думаю, что в принципе этот ролик он есть. Я еще просто его не успел загрузить. Я вам говорю, я просто-напросто ждал, чтобы время прошло, чтобы люди понимали, если это утрясется, никаких проблем с этим нету и все остальное. Итак, это заканчивается, бурление начинается, опять мы видим, закидывают ролики, опять закидывают фейковые новости. Некоторые не угомонились. Насколько я знаю, 2 человека обещали, то ли поклялись, хотя это они делают уже не первый раз, обещали, что больше не будут затрагивать братьев Нохчи, и что с этим вопросом ладно. Я очень рад. Если вы не будете, то мы занимаемся своей историей, это великолепно. То есть мне не надо ничего опровергать и позорить этих людей, нарнийцев этих. Окей, идем дальше, и буквально приходит одно сообщение. Есть некий общественник, Муцольгов или у него фамилия то ли Муцольгов, то ли Мальсагов, кажется Муцольгов, правозащитник, общественник Ингушетии. Этот взрослый человек, который мне годится в дедушки, так сказать, этот человек периодически часто закидывает карты, провокационно закидывает, там 3 карты, которые он всегда закидывает, намекая, показывая, что якобы вот наши территории исконные и так далее и тому подобное. Я его много раз закидывал, каждый раз, когда он закидывает, я каждый раз говорю, вот, врет, обманывает, вводит людей в заблуждение, пытается каким-то образом сыграть на чувствах, разделить и братьев Нохчи, и Галга, я его закидываю. Он не скрывает своего лица,
единственный, наверное, человек, который показывает свое лицо. Но, опять же, это не государственный чиновник. Он правозащитник, общественник, если я не ошибаюсь. Он вечно закидывает. Муцольгов Магомед, что ли, вроде бы так его зовут. К сожалению, я не могу сегодня вывести... Я отвечу на ваши вопросы. Нельзя вывести на экран, а так бы я вам показал. Вы можете посмотреть на страницу. Он 3 карты закидывает, их всегда. И все, и в принципе, валикум салам, что все бы ничего. Бам, вчера приходит. Есть некий государственный орган в соседнем регионе, возвращаемся сейчас к этому, который называется Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия. Туда в гости с какими-то вопросами идет какой-то чекиндез, неважно кто, не суть в этом. К нему претензий нету, потому что он не отвечает. Он опубликовал, он заходит, делает фотографию, некий Пошев, кажется, он указывает. Вы видели текст, я загружал. И у него за главным столом сзади на стене в государственном органе, непосредственно государственный орган структуры власти, Комитет по делам молодежи, висит карта. Еще раз повторюсь, висит карта, на котором территории соседнего региона отмечены в единой карте Республики Ингушетия. Это не в первый раз. Возможно, он тот и не специально, может специально, я не знаю, но это попало в кадр. Вы можете посмотреть предыдущие ролики, вы увидите на этом ролике, что территории 32 или 39 тысяч квадратных метров, об этом идет речь. Верхняя часть идет там, если я не ошибаюсь, это на теречную часть. Они отметили, что якобы в этой карте находится и нижняя часть. Это Серноводский район. Еще раз повторю. Это, если я не ошибаюсь, давайте, чтобы было понятно. Соболев. Зачитаю. Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия является органом исполнительной власти и находится при правительстве Республики Ингушетии, а не там при других. То есть непосредственно их руководство это правительство Республики Ингушетия. То бишь председатель правительства ответственен за своих подчиненных. Возможно, он не знает. Возможно, знает. Но факт остается фактом, что у него на стене находится карта. А это, опять же, является исполнительная власть Республики Ингушетия. Туда приходят люди, молодые ребята, которые проводят совещания, приходят по каким-то вопросам, мероприятиям. И каждый раз, когда заходят, смотрят на эту карту, на этот герб, а это как бельмо на глазу, сразу видно, вы посмотрите на эту стену, вы увидите, что это заметно. Указывается, что территория, которая принадлежит, исконно всегда принадлежала Чеченской Республике и переходила только на 4 коротких года, да, буквально ни на что там, находится в составе соседнего региона. Сейчас они с претензиями вверху часть и внизу. На предыдущем ролике, еще раз повторюсь, зайдите, посмотрите, вы все увидите. Интересно другое. То, что и председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, и в первую очередь Мехкда Рамзан Ахматович Кадыров и председатель правительства Магомед Даудов в великолепных, хороших взаимоотношениях между собой с председателем Республики Ингушетия. И точно так же Махмуд Али Калиматов и приезжал и к Рамзану Ахматовичу, вы видели взаимоотношения и благодарил. Все да хорошо, все отлично. Ну как такое? И я еще раз повторюсь, это не в первый раз. Первый раз с такой же другой картой, но опять же с этими же территориями, проводил совещание некий, если я не ошибаюсь, то ли министерство, то ли какой-то комитет по автомобильным дорогам, или МИЗО какое-то у них министерство, я не знаю, структура не интересовался. У них сзади проходит совещание, кто-то написал, закинул пост, провели сегодня совещание, это официально, и на стене
исполнительный орган власти, висит липовая лживая карта. На что высказывания там были, там начали говорить, что это не карта официальная, что это просто рисунок. Уважаемые друзья, все ветви власти в Чеченской Республике сложились. Все министерства, комитеты, департаменты. И самое главное, почему, включая главу Чеченской Республики, председателя правительства, почему они четко регламентируют, проверяют свои подведомственные органы, не допускают малейшей ошибки, не посягают на соседние регионы, с которыми мы граничим. Это Дагестан, это Северная Осетия, это Ставропольский край, это независимое государство Грузия. Почему все 4 эти региона и их руководство и правительство, нигде, ни в одном кабинете нету этих рисунков или карт, где они указывают территорию Чечни в составе своего субъекта. А самые близкие нам, фактически единый народ, и эти остальные все говорят, и грузины, и дагестанцы, и осетины, все знают. Весь научный истеблишмент знает, что мы с ингушами это и один народ, и один корень. Все вроде бы самые близкие, единый народ, сегодня, которые живут самостоятельно в своих республиках, имея государственные структуры, парламент, все, так сказать, ступени власти, именно в соседнем регионе есть такие карты в Министерстве автомобильных дорог, в Министерстве, там, в Комитете по делам молодежи. Вот возникает такой вопрос. Кто должен за этим следить? Чье это попустительство? Или это для чего это делается? Такие вещи себе позволительны там, общественникам, которые в принципе там, не ответственные. Там, это, вы должны понимать, что в 2018 году все на законодательном уровне, все принято, все закончилось, все, как говорится, демилитаризация, все прошло хорошо, закончилось. Все определились, решено. И сегодня другой орган исполнительной власти этого же субъекта наносит картинку или карту, где непосредственно претендует на территории братской республики, на территории Чеченской Республики, Новчечеве. Этот вопрос я задавал днем. И я, честно сказать, и повторюсь еще раз, мы говорили об этом много раз, и многие там, те, которые начинают в каких-то там замыслах, вечных заговорах, говорить там, виноваты эти, виноваты какие-то тайные масонские ордена, иллюминаты виноваты, центр виноват и все остальные. У меня вопрос к вам. Какой центр заставляет рисовать сегодня и вешать такие в правительственных зданиях, без разницы? Называть его комитетом, министерством, департаментом. Кто заставляет это делать? Зачем это делать? Зачем вы воспитываете поколение людей, которые будут обмануты? Во-первых, там никто не живет. Во-вторых, вы все прекрасно знаете эту ситуацию, документы показывали, публиковали. Вы сами показываете карты и указываете на некоторые моменты, говорите, вот в 2008 году, там, видите, это наше, в 2007. Приведем элементарно, и вы не думаете, что я там прямо, что вот только вы, есть и у наша вина есть.
И эта вина заключается в том, я и днем это сказал, тех людей, особенно сейчас нарнийцы начали в последние 2-3 дня, закидывают книги, там, чеченская культура, там, 3-10, закидывают книги, где взяли и опубликовали ингушские башенные комплексы. Я противник этого дела. Категорически против, чтобы чеченцы публиковали на своих книгах литература, будь то даже рекламные какие-то журналы, буклеты, не надо. Сегодня мы живем каждый в своем регионе. Братья, кровь, мусульмане, все это понятно. Но они живут отдельно, и не надо посягать на это. Как нам неприятно, когда посягают на наши культурное наследие. А вы знаете, буквально 2 недели тому назад мне пришлось брать отдельное интервью у Аймани Айдемирова, у Лечи Яхьяева, у Паскаева Рамзана, у Али Димаева. Вы видели все эти ролики, где они говорят, чьи эти песни, когда написаны, кому они их спели и так далее и тому подобное. Все это есть на нашем канале. Нам же не нравится, когда трогают наше культурное наследие. Точно так же мы не должны этого делать. И вопрос не потому, что у нас нету. Как раз таки у нас огромное количество башенных комплексов. Просто лень искать, фиксировать. Ибраим, тем, кто хочет поддержать, скинь номер. Вот здесь у Ибраима есть... Ибраим, дай это номер, где кто, если хочет поддержать наш канал, чтобы мог отправить поддержку, донат. Ойс, дейрес, хейлон, дал си, дуэла. Хобби, эл, дэгдэ, анстэгдэ, муатсон. Ибраим, что, Инстаграм, что, дай это номер, я закрепить цейнир, все равно, она остал, да, лучше было, я уже перестал это делать. Да, хватит, чему он тебя, Ойс, дай это, именно куда можно отправить, и Сбербанк, ваш номер, яцер, ой, да, ушел, это. И у нас есть великолепные башенные комплексы, начиная от Шароя, начиная от Чеберлоя, и Тумкалинский район. Это и Серноводский район, очень большой, Шатойский район. Есть башни, замковые целые комплексы, великолепные, нам чужого не надо. Я вот противник того, чтобы... допустим, наши публиковали. Я призывал многих рекламные агентства, те, кто делает баннер, какое-то мероприятие, и говорят, вот мы проводим там день там культуры, там, еще раз, все, кто занимается рекламой, очень прошу вас, обновите свои материалы, посмотрите, проверьте, если не знаете, хотя бы спросите у нас, наши ли эти башенные комплексы или нет, вам с точностью до миллиметра скажут, что это на нашей территории, и это наши башенные комплексы. И у нас есть целый каталог, какого века это башенный комплекс. Жилой он, сигнальный он, боевой он, полубоевой, жилой. Все это у нас есть. Поэтому... Можно вопрос? Сейчас. Как определить, например... Что? Всегда чудовой, всегда чеченское село. Сейчас. Можно сказать или нельзя сказать? Нет, подожди. Сказать можно, сейчас я быстро закончу. Мы по этой тематике закончим. Поэтому комитет по делам молодежи, который опубликовал Йон, Сопрано. И в любом случае, кто бы что ни говорил, еще раз повторюсь, если у вас вы найдете где-нибудь официальный, исполнительный, законодательный, государственный орган, который подчиняется федеральному центру, где-нибудь у них, в банкетном зале, официальном месте для совещания, встрече приемной комиссии или остальное, если вы увидите на стене карту, где у чеченцев на этой карте будет Сунжинский, Малгобекский район, вы можете тоже возмущаться и сказать, подождите, есть официальное решение, почему на этой карте в вашем
непосредственно государственном органе исполнительной власти висит такая вот картина, как вы любите сейчас отмазываться, или карта. Ваши возмущения будут услышаны, и мы доведем, что нельзя такое делать. По крайней мере, нельзя это делать в государственных органах. Личное дело каждого человека, если он у себя дома повесил карту, я не знаю, от Каспийского до Черного моря, это личное дело каждого человека. Это его фантазия, он может хоть всю Африку написать, там, Чечня или Ингушетия, или, я не знаю, Месопотамия. Это личное дело. Но в государственных органах такое делать нельзя. Куда приходят люди, где берут пример, внимание, где исполняются законы Российской Федерации, такие вещи допускать нельзя. И это не в первый раз. Я вам еще раз повторюсь. Ни Академия наук Чеченской Республики, ни НИИ Чеченской Республики не делал и не публиковал, допустим, брошюры и книги, на которых написано... Собор делаешь? На которых... Собор делаешь. Минуточку. Все время у меня под рукой было. Сейчас. Дайте мне минуточку буквально. Собор делал. Сейчас. Uno momento. Так. Itsels. Стюарте Уайл Лехчеронсе. Буквально каждый день. Так. Сейчас я вам покажу. Наверное, надо дату, указать. До 2018 года Кадыров Рус узаконительных границ Султаева и Агез, а до этого ЕГЭ по 2004 году были очевидно границ незаконные моей. Как это определить образом? Тогда надо дату указывать. Да, конечно, по датам. Мы говорим только уже после принятия. Вот приняли закон. Район весь чеченский должен быть по 2004 году. Селение всегда чеченское, историческое. И вообще историческая чеченская область, мало Чечня, ее тоже мы имеем право упоминать. До 2018, я не знаю. Как. Нет, упоминать как историческая территория, то есть была когда-то до войны, до соглашения там с Борятинским, это одно дело. Это совсем никто там не запрещает. Я про это не говорю. Это само собой, если ты рассказываешь историю, там в любом случае будет пересекаться. Республика Ингушетия образована на исторической чеченской области. Ладно, поясню. Так, да, конечно. Смотрите. 2018 год принято решение. И чеченцы 18 год. 2018 год. Как раз то, что Дзурзукети задал вопрос. Ни одной монографии, ни одного учебника Академия наук, научно-исследовательский институт, научно-исторические клубы Чеченской Республики, ни совет старейшин, ни религиозные какие-то департаменты, ни государственные, даже некоммерческие организации в Чечне не публикуют ничего подобного. Однако 2020 год, 5 октября, материалы научного семинара 5 октября 2019 года, Назрань, то есть через год, 2020 года, выпускается книга «Ингушские населенные пункты», 2020 год, чтобы вы не говорили. Это не до этого. Выпускается вот такая вот книга. И что же написано здесь? Ингушские населенные пункты Бамут. А почему в суд не подать тогда на редакцию? Этого человека уже нету в живых.
Но он сотрудник НИИ Республики Ингушетии. Вместе с ним здесь задействованы Картоев, история селения Бамут, Бурков, археологические памятники эпохи энеолита, Гадиев, Бурков, средневековые археологические памятники окрестностей Бамут, Яндиев, АД, по следам архивных документов о Бамуте, Бузуртанов, Руслан, знаменитость, так что это вот, так что у нас, да. Об ингушских населенных пунктах в нижнем течении. Собордела, Джорджукети, Собордела. Бузуртанов, Руслан. Дальше. Приложение Хассель, майор власти и так далее, и так далее. Кто это? Коротко об авторах. Перечисление. Они здесь даже хвалятся. Бузуртанов Руслан Хожахмедович, краевед. Бурков Сергей Борисович, старший научный сотрудник отдела археологии ГБУ, Институт истории и археологии РСАО Алания, город Владикавказ. Гадиев Умалат, заместитель директора археологического центра при Министерстве культуры Республики Ингушетия. Газиков Бирсанако Джабраилович, архивист. Картоев Магомед Мусаевич, директор Государственного архива Республики Ингушетия, отделение истории Ингушетии и НИИ ГН имени Чаха Ахриева, Яндиев Абдул-Азиз Джабраилович, политолог. То есть эти люди в 2020 году выпускают вот такую книгу. Не в ответ чеченцам. Не в ответ чеченцам. Чеченцы никто ничего не написали. Почему туда не подавать? Почему мы бездействуем? Это, опять же, давайте скажем так. Когда я этот вопрос даже поднимаю в эфире, мне начинают говорить, ну вот зачем тебе надо? Если бы ты не показал, об этом никто не знал. Шудукдахарш. В этом-то и проблема, что многие не читают. А вот эти брошюры, вот такие, монографии, вот одна книга. Вам не кажется знакома фамилия некого Яндиева, политолога? Я вам могу припомнить, что это за Яндиев. Политолог, сейчас мы вам покажем, 5 секунд. Мы рассматриваем... Это другой. Это Даут Яндиев. А это вот он. Я показываю книгу. Собордел. Видно? В телеграме видно теперь? Вот книга. В инстаграме показываю. Вот книга. Автор данной книги Яндиев, рецензенты Кадзоев, та же самая команда, те же самые люди, документы, факты, комментарии. Абдул-Азиз Яндиев. Книга называется «Как объединяли Ингушетию и Чечню». Здесь столько грязи про наш народ. Кстати, это написано в 2018 году. Они не стесняются, заканчивают эту книгу, где льют парашу и рассказывают сказки, а я уже много раз вам в эфире рассказывал про эту книгу. Через 2 года безнаказанность порождает новые, как говорится, преступления. Через 2 года они выпускают вот такую книгу. Если там это еще как-то завуалированно звучит, то следующая книга выходит вот такая. И называется она «Ингушские населенные пункты Бамут». Еще раз повторюсь, ни один человек из Чеченской Республики не написал и не указал, даже являясь чисто чеченским селением, Псидах Дюркюрт, чеченцы, никто об этом не говорит, потому что он в составе Республики Ингушетия. Не говорит об этом. Уж тем более на картах не рисуют его. Одно дело, если ты общественник, там, какой-то исследователь, ты можешь там свои претензии, там, мое мнение высказать, там, опять же, если останется это безнаказанно. Вы можете сказать, Башлан, ну подумаешь, 1-2 книги, ну это несущественно, и это не столько значимо. Хорошо, показываю вам еще одну книгу, дорогие мои. Вот такая книга. Если вам по толщине не нравятся эти, вот. Книга называется «Об Ингушетии и ингушах». Как вы думаете? Если здесь, если у них, вот книга, смотрим дальше. Дальше. Мы, Дзурзукети, мы прекрасно знаем, что никто на них суд не подавал. И сейчас это повторять, есть суд.
подали в суд на Абадиева Идриса. Вынесли и сказали, что это запрещенная экстремистская литература и запретили ее. Бузуртанова за это призвали. Он сам рассказывал в своем эфире, получил административку, получил штраф 10 тысяч рублей, выпустили, он клялся и говорил, что я не знаю, какую книгу я подымал, мне просто сказали, я показал. Это книга того самого Идриса Абадиева, который сейчас опять ожил из мертвых. Следующая книга. Вот. Аджигов Тамерлан Султанович. Столько отметок, я еще ее даже не закончил. Столько грязи, столько лицемерия, оскорбления, личные выводы в адрес нашего народа. Все не заканчивается, если вы думаете, что я каким-то образом утрирую, или у меня есть личная ненависть, да какая личная ненависть? Нет у меня личной ненависти никому, ни к одному народу. Я очень по себе человек очень миролюбивый. И никогда у меня нету такого отношения ни к одному из народов, предвзятого отношения. Но я хочу, чтобы вы понимали, эти книги пишутся, и потом, буквально через 10 лет, при других каких-либо проблемах, в комитете висит карта. Они будут говорить, вы помните, в то время вы говорили, эта территория была ваша? Да. А вот мы и в наших государственных органах висела другая карта. И мы не были с вами согласны, поэтому она висела. А вы помните, вы говорите, что это ваше? А вот у нас на книгах написано, что Бамут это ингушское селение. И вот так вам в качестве документального доказательства будут приводить каждую из этих книг. Через 10 лет, через 20 лет эти книги окажутся уже историческими. Потому что они основаны на документах якобы волеизъявления и каких-то остальных моментов. Вот о чем я говорю. Конечно же, кто прочитает, начнет ненавидеть чеченца. Чеченцы будут ответно, и это как раз таки и вызывает диссонанс, спор, стравливание между собой двух братьев, у которых один общий отец. Вы говорите, что я занимаюсь этим. Нет, не я. Я как раз вам выявляю, говорю, что вот, я вам указываю, вот эти люди написали. Хакар язиншун книга, хокка язиншун, этя язиншун. Чтобы было понятно, чтобы люди понимали, что виноваты люди, которые пишут эти книги. Виноваты люди, которые не пресекают это. Виноваты те, которые вешают у себя в кабинетах липовые лживые карты. Вот они виноваты, являясь государственным исполнительным органом. Вот кто виноват. Понимаете? А вы обвиняете всех вокруг, говорите, что там остальные все там масоны, иллюминаты. Да какие масоны и иллюминаты? Если у тебя вот этот котелок не работает. А почему мы не напишем? А почему мы не... Есть для всех есть эта прокуратура. Есть для всех эти книги. Каждую из этих книг я покупаю. Каждую книгу. Они стоят 4 тысячи, 5 тысяч. Ах, содалишь, молодцы. Кто-то задонатил, кто-то поддержал. Собираю месяцами, покупаю эти книги, открываю, проверяю. Нас не касается, альхамдулилlah. То же самое и по Дагестану. Которые сейчас в последнее время активизировались очень сильно. И если вы скажете нет, могу показать. Некий Чекиндез Нарнийский говорит, чтобы не покупали ни в коем случае книгу Шамиль Павленко. Кавказская повесть Павленко. Эти книги купили? Купили. Красный горшок очень много рассказывал об истории Северного Кавказа с древнейших времен до конца 18 века. Вот. Одна эта книга за 6 тысяч. Хотя она, сейчас я вам скажу. 1988 года. Здесь еще нету второго экземпляра. И вот так, покупая каждые книги, проверяя за эти 20-30 лет, которые мы упустили, я показываю, что у нас есть пробелы. Я показываю, что есть проблемы, кляпы, которые они на нас клеветают. Что нужно работать против этого. Вот книга. И опять же, я не успеваю, просто все новая и новая книга, мне нужно ее читать, прочитать. Вот. Маленькая книга вроде бы. Я до середины не дошел, надо читать, уже начал другое. Почему? Потому что вот. Книга Дьякова. Ладно, окей, оставим. Еще один момент по нашей тематике. Есть книга 2012 года. Да.
ГКУ «Археологический центр» имени Е.И. Крупного, Вестник археологического центра, выпуск 4, Назрань, 2012 год. Открываем его. А он не касается нас, по идее. По идее, не касается. Но мне надо взять, прочитать, узнать. Если нас не касается, альхамдулилля, братья, мы за вас рады. Пускай так и остается. 2012 год. Отмечает археологический вестник, храм Тхабаирды. Описывается автор данной книги. У нас рецензент, тот, кто дал разрешение, кандидат исторических наук М.Б. Долгиева, город Назрань. Содержание: Гадиев, то есть это произведение, которое я вам сейчас покажу, это Гадиев, У.Б. Хадзиев, Марзиев, Хамхоев, Бурков, прошу прощения, Бурков, СБ, Гандар-Аги, МХ, Кадзоев, НД, Аздоев, ДО, Дударов, АММ, Хайров, БА и так далее и тому подобное. Открываем. Страница номер 10. Археологический вестник. Книга 2012 года. Карту видите? Всем видно? Вот территории, которые были украдены и которые записаны. И написана эта книга в 2012 году. В 2012 году уже в то время, там и мало того, это недостоверная карта, чтобы было понятно. Здесь верхняя часть тут Самашки, Серноводск частично переходит тоже в ту сторону. Видно, да? Вот карта. Смотрите. Причем здесь такой мощнецкий выход, кусок. Вот этого куска, вот здесь, вот этого куска, вот этого куска, вот этих кусков нету на самом деле. Но в 2012 году на своем книге «Вестники», это научная работа, это археологический центр имени Крупного. Вот эта книга. Ее не Башлам написал. Не за деньги Башлама его написали. Но вот на этой книге и на этих книгах, которые я вам перечислил, все это есть для телеграм-канала. Вот. Видно, да? Видите с телеграмма? Зурзукети, видишь, что это книгу? При чем тут диплома? Это люди, которым по 50-60 лет, 40 лет. Кандельнах будешь. Грузии, Россия, это ошибка, историческая ошибка. И Грузия, и Грузия, российский империя, будет фиалюич, айол фамилиш. И Грузия, я российский, Россия, шей Грузия, слушайте, эти вопросы сейчас, меня это, честно сказать, не волнует. Это не граждане моего региона, они не граждане нашей республики, это не наше дело. Это решать, у них есть свой президент, свой парламент, свое руководство. Меня это не волнует, кого они должны отправить, кого оставить. Это личное дело. Для этого у них есть специальные следственные органы, у них есть ФСБ, у них есть прокуратура, следственный комитет. Пускай они занимаются этим. Я некомпетентен в этих вопросах, и это они должны рассматривать. Но я знаю одно, что ни один государственный орган, исполнительный орган власти в Чеченской Республике, муниципальный, региональный, городской, округ даже, если бы, какой бы вы ни назвали, в районном центре, нигде вы не увидите такую карту. Его нет. Потому что есть хозяин, есть руководитель региона, который не позволит нарушать закон. Если у вас есть руководство, если вы приезжаете, разговариваете, общаетесь, будьте любезны. Точно так же навести порядок в своем регионе. Потому что завтра, послезавтра, вот увидев вот эти книги, увидев вот эти карты, вот эти рисунки, как вы говорите, возникают у людей проблемы. И возникает паника среди людей, которые читают. Рано или поздно люди начинают читать, будь то взрослые, будь то молодые. Цунах проблем хул. Я из-за этого и говорю, точно так же призываю и своих. Не публиковать на журналах, книгах различных ингушские башенные комплексы. Не давать почву и, так сказать, место для норнийцев,
не ингушей, а норнийцев, которые стравливают между собой и Нохчи, и Галга народ. Но вот эти люди, не я, который по факту вам говорит, что вот этого не должно быть, ни по закону, ни по адатам, не истацис. Не истацис. Айдал бохлохильчи, айдал белохильчи, хочу я дату я хасуртхильчи, хочу охшвохчи, алавал арам вайнигмау, кидегмаду, айдал дыхалах долхум мадай, дату я хильчига. Это не собственный дом, это картина, которую вешаешь там у себя дома. Речь не об этом идет. Вешай у себя дома что хочешь, хоть икону, хоть крестись сколько раз. Тебе никто не мешает об этом. Речь идет конкретно о липовых картах, молитвенных ковриках, потом кружки, потом брелки, потом кошельки, футболки, рубашки. Я вам уже что только не показывал. Платки, часы. Массана, дайс даже мадуаши, питан мадуаши, дяштей. Ой, хил мадаци. Не было этого. Аю питан дяшагу, валлахи, биллахи, таллахи дац. Ас югат ахкабарамаба. Сун безама, без сун хитамает, нохчи гала, цакамахец. Шу стексана ункер хватар, хотите вы или нет, мы один народ, который сегодня живет в двух республиках по отдельности каждый. Сегодня нохчи это нохчи, галга это галга. И великолепно. Живите, процветайте. Бог в помощь. Дружите с кем хотите. Но не переходите грани. Не дозволяйте своим, я призываю нормальных людей, не позволяйте этим людям делать вот такие вот карты, вот такие рисунки, которые они делают. Это завтра, послезавтра, это вам аукнется. Поверьте мне. Ну, братство так не строится. Если мы это делаем, то же самое. Одно дело, если наши регионы на сегодняшний, грубо я говорю, если бы это был ЧССР, никаких вопросов нет. Никаких. Решайте, делайте, обще делитесь. Но сегодня есть какое-то культурное наследие чеченского народа, есть культурное наследие Республики Ингушетия. Каждый должен заниматься своим. Строя братские отношения, шейла, амари, да и али, ха и али, никаких вопросов нету. Говорите, что у вас отдельный язык? Окей, пускай это будет. Развивайте эту тему, пишите научные работы, но не говорите, мы вот древнее, а это вот отросток. Вот они там это сделают. То же самое. Почему? Потому что вы как скажете, чеченцы 10 раз больше ответят вам на это. Поверьте, ответят. Если вы думаете, что они ответят, и что оставляли времена другие. В Чечне, Нохчичуе это время сейчас ренессанса, возрождения. Как строятся города, как строятся небоскребы, как строятся аэропорты и все остальное. Точно так же возрождается наука. И если нас будут задевать, если нас будут доставать и рассказывать о нас небылицы, то это наша святая обязанность отвечать лжецам. Оставьте другой момент. Возьмем с точки зрения ислама. Вы же любите так сильно сразу говорить про шариат, хотя вы прекрасно помним, что Даудов Магомед в то время председатель парламента, муфти Салах Межиев и все старейшины, представители Орстхуя пришли и ждали на шариатский суд в этом месте. Они готовы были. Понимаете? Не пришли. Но раз мы говорим по исламу, скажите мне, разве не говорил наш любимый пророк, саллаху алейхи вассалам, тот, кто врет, не из моей уммы? Разве можно построить братские, хорошие, соседские, называйте как хотите, взаимоотношения на лжи и подлости? Потому что вы скажете одно, у нас есть 10 раз больше. Вы скажете Бамут, мы скажем Бамут, Чемульга, Сунжа, Карабулак, Псидах и так далее. И там Датых, это все наше. Ну, наши скажут, ваши скажут. Причем приводя точно такие же контраргументы. Вы один приведете, здесь 10. Так оно и бывает. Вопрос по кистинцам это самый смешной, тупой вопрос. Еще раз вам повторюсь по истории. Когда вы говорите кистинцы это мы, я вам еще раз повторяю. 18 тысяч кистинцев, большие кистинцы, это все чистокровные нохчи. И 1300
Это вапи, которые у вас были. И вы говорите, эти 1300 принадлежит им название кистинцы, а не 18 тысячам, которых в 100 раз больше. Ну, не в 100 раз, ладно, пускай в 10 раз больше. В 5 раз больше, в 6 раз больше, пускай, не суть. Возьмите Семена Броневского и всего остального. Здесь есть карты. Я его могу в любой момент поднять и посмотреть. Вплоть до того, что немцы в 1830-х годах, немецкие ученые записывают на карте и называют Кистинским хребтом, который после переименовали и русские записали как Андийский хребет. Он ранее назывался как Кистинский хребет. Зафиксировано на картах, это все есть. Большая Кистетия, малая Кистетия, мирные кистинцы, это у Броневского есть. Точно так же называли и мизджегами. Сначала вы возражали, говорили, что мизджеги это вот чеченцы, название татарское, а потом вам и начало нравиться и мизджегия название. И мы в этом не виноваты, вы должны понимать. Чеченцы меньше всего претендуют на это аланизм. По сути, вы знаете, что аланская тема для нас это не настолько. Но находят захоронения раннеаланского периода, самые близкие это чеченцы, чеченский тейп там, Шоно, Вардло, Эшбато, там, гаплогруппа у них. Находят другой, там Эрло, Бено, Цуантруай, близкий. Сейчас ребята обнаружили, вполне возможно и вероятно, уже и научные работы поэтому ведутся, вроде бы нашли в области Майртуб столицу Магас. По крайней мере, я видел этот доклад, я видел выступление. Сейчас работают над этим. Это для нас сенсационно. Но чеченцы не претендовали на это. Почему столица была в Чечне? Почему большинство могильников находят в Чечне? Самые незатронутые могилы раннего аланского периода находят в Чечне. Опять же, я не говорю, что мы только. Всегда чеченцы говорили и говорят, Аланское царство это конфедерация республик в то время, в средние века, да? Находят, и если мы публикуем, начинают, вот вы теперь взялись за аланство. Да, мы взялись. Потому что, к сожалению или к радости вашей, все научные факты, которые чем больше археологи находят, чем больше сейчас этим занимаешься, все больше и больше есть доказательства. Нашли где-то сарматские захоронения, они совпадают с чеченскими тейпами, скифские точнее. Сарматами тоже находят. Но кто в этом? Разве мы виноваты? Почему в самом сердце Чечни? Почему в горной части, не на плоскостной находят это? На Заюртовском находят это, в Виденском районе находят это, в Итумкалинском районе находят это. Вы не задумывались это? Вы говорите, вот они притягивают, вот они... Нет. Кто-то назвал республику РСО Алания. Первые застолбили осетины. Кто-то, второй решил назвать свою столицу, новую, которую строили, Магасом. Застолбили. Чеченцы ни на то, ни на другое не претендуют. И никто не говорит, что мы аланы, грубо говоря, да? Ну, находят все доказательства, и столица, и все остальное в основном здесь. Так что подумайте сами, и вам решать. Сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы, можете делать поправки, где я не прав, в чем я не прав, провести опровержение, если у вас на то есть желание. Аудио вопросы вы можете зайти через Telegram или написать в YouTube и в Инстаграме. Здесь я зачитаю тоже ваши вопросы по мере возможности. Вот такая ситуация. Долго вести я эфир не буду, как и раньше, 4-5 часов, потому что, во-первых, у меня нет возможности финансовых. Во-вторых, те возможности, которые есть, там кто-то помогает донатом, я быстро показываю. У меня еще есть пару книг, которые есть. И завтра, если получится, мы проведем эфир, я вам зачитаю новые документы, очень интересные. В том числе и про шейха Мансура, который, оказывается, взял кизляр, но не сжег его. Я нашел этот документ буквально нечаянно, так получилось. Вот такая вот ситуация. Вот. Что касается остальных моментов, да, сейчас идет очень сильные нападки от наших восточных норнийцев, которые начали с кровью изо рта доказывать
И, кстати, наши некоторые блогеры тоже, что был Байсангур или не было Байсангура. Этот момент мы публиковали, рассказывали. Барда 90-х годов имам Алим Султанов, Далгазут Кобалдуэцун тоже не виноват. Да, Мукшмер Шлиелваев, Тимур Мусраев, который написал, тоже не виноват. Там в нулевых годах или 90-х годах там, написал песню про Байсангура Биновский. Они не виноваты, потому что в то время эти документы и эти информация, она есть в свободном доступе. Павленко чеченцы не платили, да и не было чеченцев, они были в депортации. Абузар Айдамиров написал книгу в 80-х, конец 70-х, 80-х годах. Так что, ну... Будем делать эти вещи, будем доказывать истину, будем приводить документы. Да, мне нужны очень некоторые книги, очень такие, я сейчас не хочу их здесь называть, дабы чтобы от них не скрыть их. Но те братья, которые хотят помочь, которые в этой работе, те люди, которые любят свою историю, культуру, традиции, адаты, те, которые со мной контактируют, я им скажу, что это за книги. Их, да, нужно будет найти. Да, там есть, ну, очень важная для нас информация и про Байсангура Биноевская, и про Гуниб. У нас есть эта информация. Будем искать, будем работать, будем трудиться. Так по-другому никак нельзя. За это время все архивы, все, что было, уничтожили. И еще, уважаемые друзья, знаете, я очень не люблю оправдываться, но есть некоторые имбецилы, которые сидят в эфире и говорят, вот в прошлом эфире было, я зачитывал с книги до революционного периода. То есть там русский язык еще ить, вот эти знаки другие, то есть это не обычный русский язык. Я его зачитывал, да, конечно, меня зрение сейчас немножко подводит. Я зачитывал его, и есть некоторые места, где я запинался. И мне какие-то уроды там, нарнийские, написали, типа, этот человек заканчивал там на красный диплом университет, который не может читать. Друзья, любой из вас человек, который хочет со мной поспорить, умею я читать или нет, хотите на немецком, хотите на английском, хотите на русском языке, хотите на чеченском языке, я всегда рад провести олимпиаду в присутствии независимых судей, кто из нас быстро читает и какие книги читает. Причем я говорю и о современном русском языке, и до того, как его изменили. То есть дореволюционные русские книги, которые написаны знаками и, тять, глаголица и так далее и тому подобное. Добро пожаловать, я всегда рад. Но не будьте имбецилом, не верьте вы умственно отсталым шизофреникам нарнийским. Я просто-напросто... Я много читаю, у меня и глаза устают. И когда я хочу для вас зачитать с оригинала, пытаюсь, а вот какие-то умственно отсталые, мне что, взять, открыть, вот книга. Я ее до конца не читал, любую страницу открой. Ну, допустим, возьмем это. С наименованием этого древнего порода также связано возникновение названия книга, книжка, письмо о греческом языке. Отсюда и не имеем названия Священного Писания христиан, Библия. И дальше, и до египетской передней Азии означало Месопотамия, эллиниты обладали своей письменностью, они были, шумеры писали на глине. Шумеры и эллин имели древние этнокультурные связи зарождения письма, его эволюции в странах определенного периода происходила синхронизация аналогично. Я могу так по любой книге читать быстро. И здесь проблем нету. Это не потому, что я умею читать или нет. Я вас прошу, не отвлекайтесь на это внимание. Вот вы прислали это, то написали. Ну, каждому идиоту не докажешь. Есть некоторые придурки, которые до сих пор говорят, что я не заканчивал исторический факультет, просили мне показать диплом и все остальное. Но кто хочет, тот может спокойно найти. Итак, друзья, пока вы задаете вопросы, я хочу вам показать некий атлас. Вот этот атлас... Вот он, атлас. Этот атлас Артура Цуциева. Я его купил. Это Артур Цуциев. Это осетин, насколько я понимаю. Это осетинская книга. Издана она в Владикавказе. Осетинская имеется в виду. Здесь есть очень хорошие карты. Здесь много карт. Здесь разные периоды. И самое, почему я взял эту книгу? Вот именно вот эту книгу. Здесь Артур Цуциев описывает и показывает, здесь есть вот эти нарнийские карты, которые публикуют в
в 862 году, где указывают, что вот там якобы Сунжинский, Малгобекский район были ингушскими и так далее и тому подобное. Друзья, это карта вот этого Артура Цуцеева. Но проблема в том, что если вы говорите, что эта карта Терской области, периода Терской области является достоверной, и мы много раз это опровергали, я специально эту книгу купил здесь и по современной Чеченской Республике, я вас с этой книгой ознакомлю, я ее тоже обязательно доведу до вас, вот эта книга. Здесь по этой книге, а карта, которую вы говорите, вот ее переделали, Артур Цуцеев сделал эту карту и этой книги с Владикавказом, принадлежащей осетинам. И на всех картах Владикавказ осетинский. Вот на этой книге. А вы взяли оттуда карты, назло чеченцам, чуть-чуть подукрасили место, где Владикавказ является осетинским, выставили его в интернет-пространство и говорите, вот достоверное доказательство того, что Сунжинский Малгобекский район принадлежал нам. Вот на этой книге это все есть. И мы их тоже опубликуем. Хотел показать вам эту книгу Артура Цуцеева. Это новое тоже наше. Ну, Вестник археологического центра, где Гадиев еще в 2012-2008 году опубликовал территорию Чечни, взял и опубликовал ее как в Республику Ингушетии, я думаю, уже показывали вам. И великолепно на сегодняшний день, это одна из дорогих книг. Я с ней ознакомился, это очень хорошо, его ныне нету, он ныне покойный, этих книг тоже очень мало, это книга Далхана Хажаева «Чеченцы в русско-кавказской войне», вот такая вот книга, здесь великолепный переплет, очень дорогая бумага, и здесь особенно важно для тех, кто ищет информацию о Салтамураде, Биноевском и многих других, здесь, допустим, смотрите, что в этой книге. Шейх Мансур, генерал Александр Чеченский, Сираскир Хаджи Хасан Паша Чечен Оглу, Тайми Бейбот, гибель аула Дади Юрт. Вторая часть. Имам Шамиль, песня матери Шамиля, Аминат, Губаш из Гухоя, Джокула из Майсты, имамат Чечни и Дагестана, Чеченский Валиат, столица Дарго, Новая Дарго и военные крепости Чечни, армия имамата. Дальше, артиллерия Шамиля, битва на реке Валерик, Назрановский поход, Ичкерийское сражение 1842 года и разгром армии Воронцова в Дарго, поход в Кабарду, Наибы Чечни, Хатат сын Амирхана из Дарго, Швайб Мула Центроевский, Юсуп Хаджи Сафаров из Алдов, Ахмед Ахтуринский, Усми Саадулла, Салтамурад Биноевский, Байсангур Биноевский, борьба за независимость в Чечне после пленения Шамиля. Вот все темы, которые опубликованы в этой книге. Она очень интересная. Насколько я знаю, в Амазоне она стоит 30 тысяч, в Озоне она стоит 25 тысяч, 25 тысяч, в Джейнбуксе она стоит 25 тысяч, а в Нохчикинск то ли 25, то ли 20 тысяч, но эти книги очень редкие. И тому, кто интересно, эта книга вот, очень важна, интересна. И у нас есть один брат, у которых они остались в очень маленьком количестве, но остались. И у кого нет в личной библиотеке, она и как подарочная, и она все-таки как раритет. Это период все-таки этой книги, когда он написан. Сейчас я вам скажу. Это 90 какие-то года он вроде бы написан. В 98 году написана эта книга. Далхана Хажаева сейчас нету. Как вы знаете, он в то время был, если я не ошибаюсь, управлял архивным управлением Чеченской Республики. Есть ситуация, Юкшун. И вот с новыми книгами я вас ознакомил, за что вам огромная благодарность, что выслушали. Все высказал. И последняя книга, которую я не показал, она на подставке. Вот эта книга. Очень редкая книга. Книга называется
Автор Иван Дьяков. История одного Кавказа. 1550-е. 1865 года. Здесь я нашел про шейха Мансура. Здесь я нашел очень много. Да, конечно, здесь очень сильно хвалят казачество, на какие подразделения они делились, как они воевали. Здесь очень много про кумыков написано, как они сопротивлялись, как они предавали, как их наказывали. То есть это все тоже здесь написано. Про грузин написано. Вот дошел я до чеченцев, и про чеченцев тоже написано. Есть и хорошая информация, есть и нехорошая информация. Ну, по крайней мере, Дьяков написал. Книга сама очень редкая, 2015 года, напечатана она в Краснодаре. Вот, здесь все исторический материал, ну, узнаете, все новое и новое. Все это благодаря вашей поддержке, тем, кто помогает, донатит, помогает нам покупать книги, карты и все остальное. Еще ждем 1-2 карты, но если у меня получится собрать возможности, соберем и сделаем. Итак, я готов выслушать вас, задавайте вопросы, я отвечу на ваши вопросы, и мы обсудим данную тематику. Это касается Телеграма и Ютуба. Итак, первый вопрос. Башлам, а ты какие события знаешь до ингушской эры? Расскажи. Вот, честно скажу тебе, я Расул Алиев, я не знаю ингушскую эру, я не сталкивался с таким периодом истории. Вот я и ответил на твой вопрос. Итак, дальше. В Телеграме есть кто-нибудь хочет задать вопрос? Или дополнить? Зурдукети, на твой вопрос я ответил. Люди, которые должны написать заявление и так далее и тому подобное, это обоснованная критика. Но, опять же, я писать не буду заявление в прокуратуру. Я могу указать, что есть вот такие-то, такие-то книги. И если кто-то там посчитает нужным и посчитает написать заявление, опять же, он должен четко знать, как это делается. То есть, обсудить эти вопросы с юристом, проконсультироваться, как это делается, для чего и так далее. И тому, как преподнести. Опять же, все зависит. Там в основном главный редактор Нурдин Кадзоев был, а он ныне покойный, его уже нету, с него никто ничего не спросит. Саму книгу запретить вполне возможно, но не знаю, опять же, как это сделать, и это должны разбираться юристы. Башлам, читай вопросы, ты их игнорируешь, мне задает вопросы. Так, Башлам, сохрани, пожалуйста, эфир, чтобы можно было послушать. Эфир сохранит Ибраим. Если на Инстаграме не получится, вы увидите полный эфир на канале Башлам.39 Live в Ютубе. Ибраим это сохранит. Сейчас эфир идет одновременно на Ютубе, в Телеграме и в Инстаграме. Так что задавайте вопросы. Он был, допустим, юридический факультет, студент, но им как раз практика, судочка, уж и там много, я думаю, нашлось бы работы именно по соседям, которые по беспределу ночью издеваться был. И практика с тобой согласен. Я, честно сказать, с юридическим факультетом вполне возможно, если кто-то учится на юридическом факультете, но опять же, кто-нибудь возьмется за это или нет, я не могу сказать. Я больше по истории, не по юриспруденции. Но все-таки, если будет кто-то... Ну, если... Я даю бесплатно. Да, я поэтому... Я бесплатно даю идею студентам. Вот как раз вам будет хорошая практика. Суды, слушай, судочка, ты будешь как раз практика. Ну там не только, там не обязательно в суд, даже если посмотреть, они могут сюда приехать, поэтому. Башлам, как убили Бейбулата Таймиева? Бейбулата Таймиева, по нашей достоверной последней информации, отравили на свадьбе, и он после отравления через 3 дня скончался в собственной постели. Вот как убили Тайми Бейбулата, достойного сына национального героя Нохчи народа. Вот так. Нет, в каком плане? Как ты имеешь в виду? Территориально это сегодня территория Республики Ингушетия. Чеченское село в Сидах Алиши.
чеченская, проживают чеченцы, можно сказать, но чеченская, я не знаю. Опять же, Дзурзукети, это нужно с юристами говорить, как правильно это говорить. Само собой, нет, если ты просто где-то будешь в разговоре говорить, что это чеченское село, это как разговор, здесь за тебя никто не зацепится. Если же ты, конечно же, напечатаешь какую-нибудь книгу, я не знаю, брошюру, монографию, как они сделали, вот это тогда их юристы могут, конечно, подать на тебя суд. Чеченское селение всегда административно сегодня находится в республике Ингушетия. Вот, да, это правильно. Это вот так. Валикум ассалам. Это так. Если ты так скажешь, это правильно. Но если вот, допустим, как написал вот эту книгу, научный исторический клуб «Кавказян», которые написали ингушские населенные пункты и написали большими буквами «Бамут», а ты, допустим, сделаешь там Дзурзукети, ты напишешь, у меня на научно-исторический клуб Дзурзукетия, и ты напишешь чеченский населенный пункт Сидах. Это повод для, конечно же, того, чтобы... Сидах, то, что чеченский вроде Аушева даже подтверждает. Нет, я понимаю, сейчас речь не об этом, ты понимаешь? Сейчас не обсуждается то, что он чеченский. Основали его чеченцы 400 лет тому назад. А когда еще была Малая Кабардой, когда эту землю принадлежали Беку, это все правда, это история. Суть не в этом. Кто основал? Основал Бамут. Бамут тоже основали чеченцы, конечно же, само собой. Там 3 Бамута, средний Бамут, верхний Бамут, нижний. Из тейпов говорить я не хочу, потому что опять же начнут. Там были и Эхкой, там были остальные. Более поздний период, туда, там и Мелхи поселились, и Уарсхуай там жили, поэтому... Малая Чечня, Не, Малая Чечня вплоть до Галашек, братан. До Галашек, мы знаем это. Поэтому здесь никаких вопросов нету. Если исторически говорит, это наше. Да и Бамут не является индусским селом, понимаешь? Малая Чечня, вплоть до Владикавказа моей. Нет, у меня нет таких документов, где вплоть до Владикавказа. Малая Чечня, по моим документам и по картам, по крайней мере, более позднего периода, она до Галашек. Поэтому я, у тебя не знаю. Давай так, Дзурзукети, я с тобой спорить не буду. У тебя, возможно, есть какая-то... Владикавказ, что Владикавказ крепость основали на границе Чечни и Осетии. Ну, Осетии в то время там и не было. Валикум салам. Осетии там не было для начала. Там была военно-грузинская дорога. И то, что нападали на военно-грузинскую дорогу, это понятное дело. То, что по соседству жили там осетины, это тоже понятное дело. Но мы-то знаем, что у нас были границы в свое время с Кабардой. То есть Адыгеей. Адыгами, да? Братьями. Сегодня у нас нету границы с ними. Понимаешь? А когда-то была. Вот поэтому то, что если ты говоришь исторически, что когда-то территории у нас были там... Понимаешь, я об этом говорю. А то, что мы говорим об основании, допустим, Владикавказа, ну, мы знаем, что шейх Мансур, первый имам Кавказа, сжигал Владикавказ, и они на протяжении чуть ли 13 лет не восстанавливали. Этот Владикавказ сейчас не находится там, где находился раньше. Мы это знаем. То, что военная грузинская дорога всегда была под нападениями, в основном чеченцев, мы это тоже знаем. И есть это уйма доказательств. Вы можете посмотреть и записки Ермолова, и все остальных. И именно эту дорогу, что построили крепость Владикавказ, построили крепость Назрань, потом в дальнейшем построили там Михайловская и вдоль по Сунжи были построены крепость Грозная, Ильиновка, Петропавловка. Неважно, что там были раньше селения, их стерли, сожгли, это не говорится. Но что их построили, именно чтобы чеченцев загнать в Большую Чечню, отделить от другой мирной Чечни, чтобы не нападали куда, это мы все обсуждали в течение 8 лет, это для нас не новость. А так-то у нас есть и полевой материал, где говорится, что этот Владикавказ и Зауров, кто Дзарау Джикау, или как-то он по-другому Остина его называют, да, его там есть предание, опять же, только предание, что в свое время там какой-то чентейц открыл. Ну, если мы сейчас все эти вещи будем говорить, то я боюсь, мы уйдем никуда. Последнее то, что было, я то, что говорю, Малая Чечня, вот эта терминология Большая Малая Чечня, это во время Кавказской войны. Кавказской, во времена даже шейха Мансура не было таких наименований. Большая и Малая Чечня.
Это во времена имамата в основном началось это. Деление между Большой и Малой Чечней мы знаем. Это река Гойтай. Гойты. То есть по Гойты. Все, что находится с правой стороны, с левой стороны Гойты, это Малая Чечня. Все, что с правой стороны Гойты реки находится, это Большая Чечня. И опять же, чтобы было понятно, уважаемые друзья, Цзао Джикао, да, ну простите, исторически можно Цзао Джикао, ну где-то как-то так, я просто не знаю. Что касается момента, если вы думаете, что книги, вот я ищу книгу Хафизова, если кто-то знает, Деки Шабан Хафизов, он написал книгу там про Нуцалханов, мы публиковали карту с этой книги, где он и Чечню, и Ингушетию, вплоть до Кабардино-Балкарии, всех взял, записал, и он, и Красный Горшок, все они рассказывают о том, что это земли бывших там аварских нуцалов и так далее и тому подобное. Эта книга ничем не лучше. Поэтому, Башлам, брат, когда приедешь к нам в Юждаг? Скоро обязательно, братья, обязательно приеду. Секрет, могу алгачвар, бяхма билош. То есть, эти Гвисел, говоришь, Ворсо, то, что он сказал, все. этого... Тебя не слышно только. Юридически, да, вам, это все. Все понятно. Айса, да я резко секрет. Айса, ты хотел задать вопрос? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Да, что, альхамдулилlah. Башлам, вот ты помнишь, как ты говорил, что шейх Мансур призвал курдов, да? Да, там есть один материал, где в состав той армии добровольцев, который призвал Ушурма, были курды. Не знаю достоверность, но говорят, что были. Опять же, кто-то написал. Я тоже не мог понять, где курды и где, да, вот шейх Мансур. Оказывается, вот недавно я услышал, прочитал, не помню я уже источник, что, оказывается, вот в северо-западном Азербайджане существовало курдское ханство, которое было упразднено российской администрацией. Оказывается, там были курды жили, было курдское ханство, оттуда они, оказывается, призывали. Еще один момент я хотел сказать. Недавно вышел эфир, я не помню у кого, где выступал удины, есть такой народ. Есть. Есть. Да, Дагестана. На территории Азербайджана. И Дагестана тоже, да. Да, и оказывается, они до сих пор исповедуют христианство. Это сохранили свой язык, сохранили свою историю. Ага. И самое интересное, он говорит, что именно армянская и грузинская церкви в свое время перехватили их инициативу, да, то есть они уходили в Кавказскую Албанию, одни из первых, которые приняли христианство кавказское. Айса. Албании. То есть у них информация о Кавказской Албании происходила, зафиксирована документально. Я хотел тебя спросить, мне лезгины говорили, что удины это их подгруппа и ветвь. Ты слышал об этом что-нибудь? Скорее всего, потому что Кавказская Албания, лезгины исповедовали христианство, а потом они приняли ислам, когда ислам пришел на Кавказ. Она в V веке... да, мы знаем, первым, кто принял ислам, это были лезгины, это мы знаем. Лезгины, да. А христианская церковь в Кавказской Албании, она в V веке нашей эры перестала да, мы знаем, еще далеко до ислама. Вот, скорее всего, вот у удинов можно будет найти достоверную информацию о кавказских народах и о том, что они же фиксировали, церковь же фиксировала, документировала все события, которые происходили. Вот это будет интересно, если с ними как-то... Хорошо. Но ты у нас налаживаешь отношения с леками, потомками Лекаса, так что давай ищи выход на них, и мы обязательно с радостью будем с ними проводить. Нет, это не существует. Они существуют, эти контакты, они есть, просто времени не хватает сейчас плотно заняться этим. Нет, я вообще говорю, сейчас рамки мы не ставим ни тебе, никому, ни сидельчане,
выход найди и будем работать по этому вопросу. И бахвай. Хорошо. Нет, у меня есть очень серьезные контакты образованных людей, которые исторически вся эту информацию о Кавказской Албании, о том, что чеченцы, даже они мне объясняли, что там же лезгинские диалекты разные есть, да, вот именно ахтынский диалект, он говорит, что чеченцы это, ну, что-то как бы он не точно, у него был перевод, внезапный народ, внезапные люди, которые, ну, атаковали внезапно Олуш, титулом Юбаарцар, да, то есть у них... Понятно. Хорошо, я понял, Айса. Присутствует вот эта вот ассоциация, да, то есть характеристику они давали вот именно чеченцам, которые защищали от врагов территорию Кавказской Албании совместно с другими. То есть это типа службы безопасности. Или я понял, да, мы с тобой говорили об этом. Мы говорили об этом. Да. Вот. И я еще хотел про Байсангура Биноевского сказать, что я знаю одного аварца, хороший наш брат-мусульманин, он живет в Гунибе. Вот, он гунибский. И он рассказывал, что родственники Байсангура приезжали, нашли их, так как они являлись родственниками жены Байсангура. Да, я знаю про эту ситуацию, полностью знаю, видел фотографию, публиковал это, разговаривал со всеми, могу от А до Я рассказать эту ситуацию. Это селение Хаточ, их фамилия Байсангур. Да, то есть это... Да, я знаю эту всю ситуацию. Там, я имею в виду, это история о том, что Байсангур там был, и это подтверждено это всеми вот этими самими аварцами. Все, у меня больше... Все, ДРС. Сопрано пишет, спрошу вкратце, будут ли качели у нас с дагами насчет ауха и ингушами насчет Малгобека и Сунжи. Во-первых, я никогда не говорю даги и так далее и тому подобное. Чехи, даги это какие-то клички. Во-первых, что касается качели, у нас нету никаких качель с дагестанцами. Есть конкретные проблемы, которые на уровне руководства регионов Дагестана и Чечни будут решаться. Документы все от чеченской стороны все готово, там все зависит от дагестанской. Это те территории, которые были в определенное время, в советское время, которые взяли в аренду и после считают своими и так далее и тому подобное. Но это уже другая тема, это уже на уровне руководства региона, председатель правительства, они решат, и все есть, когда придет время, вы узнаете об этом. Что касается ауха, качелей у нас никаких нету. Насчет ауха мы всегда говорили и будем говорить до тех пор, пока не будут возвращены все дома, мечети, кладбища ауховцев и не будет восстановлен Ауховский район, у нас эти качели будут. До тех пор, пока тем ауховцам, которые проживают, а их там без малого до 200 тысяч, пока справедливое решение и по исламу, и хотите как хотите, и по свету. Да, будут, да. Пока это не будет, у нас будут вот такие вот качели. И других качелей у нас нету. Что касается насчет Малгобека и Сунжи, я скажу так. Как сказал глава Чеченской Республики, я могу ссылаться только на него, поскольку это официальный и лидер, и представитель чеченского народа, национальный герой чеченского народа, и он ответственный сегодня. Он сказал так: если некоторые собаки, которые не перестанут болтать и будут провоцировать, не перестанут, у нас есть все основания и документы, чтобы провести, так сказать, если не точно цитировать, но сказать о том, что мы имеем право по 1934 году объявить и сказать, что все документы, даже временные, которые были приняты Джохаром Дудаевым, являются недействительными. И юридически мы имеем право на это. Но поскольку, чтобы этого не было, это решение было оставлено. Сегодня проблема с пригородным районом, нехватки земли у наших братьев мы знаем, поэтому и заселились большая часть, северная часть Ингушетии сейчас заселены ингуши. Зная эту всю ситуацию, мирно решили
с экс-президентом главы Республики Ингушетия Евкуром и Рамзан Ахматович Кадыров. По-братски, по-войнавски этот вопрос закрыли. Те, которые земли были украдены, возвращены, а вот этот спорный вопрос оставили, чтобы было понятно, чтобы не было никаких недопониманий. Вот так закрылся этот вопрос. И если не перестанут фитначи себя вести, опять же, что сказал глава, вы можете посмотреть, вы видели, он сказал, «Ишай питни орик соут цаяха». Ойгаша был бух букир жду эл иштейрих цу эл чунт эби. Некоторым надо, что Грузия не в составе России. Некоторым надо напомнить, что Грузия не в составе России и могут вернуться в свою Грузию. Так, вот по этому вопросу я ответил. Башлам, брат, когда приедешь к нам в Юждаг? Я ответил, сегодня в Дойкер-Ойле проживают потомки Экы, которые 200 лет назад проживали в Бамуте. Великолепно. Не знал этого, но буду знать. Да, Духбахваль. Эхо это те же самые ногчи, которые разницы нету. Разговорное или народное название называть село так, как привыкли его жители. Например, по преобладающей национальности, которая там исторически проживает абсолютно законно, бах. Разговорное или народное название бах, называть и так далее. Но я так понял, исторически можно. Так, это Дзауджикау, это с юридической точки зрения называть населенный пункт именем народа, который его основал или населяет, не запрещено, если речь идет о бытовом, разговорном или историческом употреблении. Пишет, если исторический. Так, псидах называть... Псидах называть... это юрист. Пишет, сейчас, Мухаммад, сейчас ты задашь вопрос. Юрист, он походу юрист и пишет, псидах, это дзурзукети, как раз тебе. Псидах называть чеченским селом юридически не запрещено, говорит. Вот так вот описал это наш юрист. Кумыки пишут, что его убил сын князя при десятке свидетелей. Кумыки могут много чего писать, так что эти сказки все прекрасно знают. Потомки его живые, и они знают, что он скачался дома, никакую голову ему никто не отрубал. Это сказки, ерунда, которые выдумали. Ладно, неважно. Нарнийские сказки. Башлам. Так, Башлам, то их новому сказочному трехтомнику что-то новое кто-нибудь с чеченской стороны читал его? Ну, во-первых, там 4 книги или 5 книг, там трехтомник, он до меня не доходил. Они его там в Англию, во Францию, в Париж везде отправляют, там каким-то знаменитым грузинам дают, он не продается. Если он каким-то образом как-то попадется, если я его посмотрю, в электронной версии его прочитали, там одной книги вообще нас не упоминает. В некоторых книгах там чуть ли не всех кистинцев они пытаются сделать ингушами. Есть такие... Микрофон, скажи, может, захуй чум-то да, тачо вилка, да? Башлам, зачем ты тоже говоришь? Давай. Башлам, за вопроса, да, харпитан диш волчуна, харпитан дон дахуш вегуахц, именно харпитан диш, когда ген далита леш, дахуш волчуна, харпитан диш, шевели дельна. Тебя то слышно, то не слышно. Мухаммад. Тебя не слышно, Мухаммад. Мухаммад. У тебя микрофон отключается, включается, включается, отключается. Перезагрузите ее, чувала? Хез. Вопрос, да? Кейтер суальшун, да. Харпитан диез швек, харпитан, но хона табол бен лил швек вахт, харпитан диез, вага уй. Так. Суна шевели дельна асетил богу. Амин, 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 я Аллах, амин. Асам бахи, амин. Киечер хубоцас. Шедар петк швац, петк шалжити аюшун.
Амин. Асамбах. Амин бах ваачу. Дересхил. Так что вот этот 4-томник, который есть, я его не читал, только в электронной версии немножко пролистали. Электронной версии я не сильно дружу. Так что вот так. Башлам. А дегорцы только с Экой в родстве по ДНК. Слушайте, ну по дегорцам это очень трудный вопрос. Кто-то говорит, что из Эккой, некоторые люди говорят, что там особенно мне понравился этот Чекендес, да, прокурор, адвокат прокурора, что-то там, он начал, бедолага, говорит, вот чеченцы притягивают дегорцев к себе, а я там высказал, что есть научные издания и источники еще во времена ЧССР написано, где говорится, что дегорцы, то есть осетины-дегорцы, родственны с чеченцами. С чеченскими фамилиями, то есть Эхкашсани, Киечасани, там не только, у кого там гаплогруппа Г и так далее, там Г2, не G2, а Г2, если я не ошибаюсь. Вот с ними, вот об этом речь шла. Он, бедолага, пошел, вырезал, где я это говорю. Насильно чеченцы привязываются к осетинам, дегорцам, подлизываются. А посмотрите, что говорят сами дегорцы. Там показывают какого-то дегорца, он во время бухней, где-то в застолье говорит, нам ингуши братья, там наши фамилии близко родственны, и приводит это в качестве доказательства. Мне какая разница? Пускай они вот так будут с дегорцами. Я не против. Я лишь констатировал конкретно. Я десятки фамилий у них родственных найду с осетинами. Я никогда не был противником того, что... Каждый царский офицер жену имел осетинку. В чем проблема? Вот, поэтому здесь, послушайте, я не противник того, что у вас с ним родство, или что дегорец говорит, что мы там братья или один народ с ингушами. Я не противник этого. Меня спросили, имеют ли братственные отношения. Я сказал, что есть такой-то материал, где указывается, что дегорцы, именно особенно дегорцы, у них близкие родственные отношения и с чеченцами есть, и с ингушами. Материал написан во времена ЧССР, и сами осетины, дегорцы это не отрицают и так далее. Там Басаеву, Дудаеву, Дударову, там такие фамилии, они ближе к чеченцам и так далее и тому подобное. Все, что я сказал. Я никого не притягиваю. Мне чеченцам абсолютно не нужно никого притягивать. Мы самодостаточный народ. Плюс-минус нам не нужно делать там из 300 или там 400 тысяч, говорить, что нас 1 миллион. Нас 1,5, и если не столько же за пределами, которые проживают. С этим проблем нету. Сегодня вы знаете, сколько людей, я знаю, и многие наши подписчики знают, сколько людей, там, мама аварец, отец даргинец, я сам чеченец, сколько людей хотят даже этим именем, как говорится, себя приписывают. У чеченцев проблем с этим нету. Я и нисколько не хочу. Наоборот, чеченцы сами хотят сделать эту некую сегрегацию, и мы поэтому сами между собой говорим. Любой человек, дагестанец, если он дагестанец, он не должен говорить чеченец. Если он даже прожил среди нас 300 лет, он не должен этого делать. Потому что это запрещено религией ислам. Если ты отказываешься от своего отца, готов вместо себе в гиене огненной. Ну, приблизительно, если процитировать. Это говорит, если ты дагестанец, никаких проблем нету, ни оскорблений, ни унижений нету. Но будь дагестанцем, не пытайся стать чеченцем. У нас внутри есть эта тема. Поэтому, поскольку там один назовет, потом ты начинаешь говорить, они говорят, нет, он там остался, пришел, там получил политическое убежище. Это очень сложные вопросы, это наши внутренние вопросы. Поэтому чеченцам никого приписывать не надо, мы не притягиваем. У нас здесь проживает уже 400-500 лет бок о бок с нами нагайцы. И никто из этих нагайцев не делает чеченцев. Никто не пытается. Я вам еще раз повторюсь. Эти селения, 2-3 села нагайских, у них свои могилы, у них свои захоронения. Я ездил на их могилы, смотрел, как они хоронят людей, какие у них могильные плиты, как у них они записывают. Да, и в День национального единства глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров выделяет деньги для того, чтобы они изучали свой язык, печатали свои книги. Если есть учителя, чтобы нанимали, чтобы они свою одежду шили, одевались по-своему. Никто не пытается нагайцев сделать чеченцами. Кумыки то же самое с нами проживают уже 500 лет на этой территории. Никаких проблем нету. Учите свой язык, учите свою культуру, одежда, если там есть отличительные черты.
только за, и к ним относятся очень хорошо, к кумыкам особенно хорошо относятся. И к нагайцам хорошо, но к кумыкам особенно хорошо, потому что там были некоторые моменты, где кумыки реально помогали в разных тяжелых ситуациях, и могильные плиты спасали, и детей чеченских спасали, называя их своими, чтобы там не депортировали и так далее. Но это я об этом рассказывал. То есть очень тесные связи с кумыками, и там и устазы, и оулия, и общие там, то от них, то от нас, ну, вы знаете, да, не суть в этом, очень сильно переплетены, то есть определенные. Никто их, еще раз повторюсь, никто до сих пор, сколько бы они ни проживали, их селень, там, где они проживают, говорят, что там проживает большинство кумыки, там проживает большинство нагайцев. Все, никто, на территории Чечни, это исконно чеченская земля, но там проживают кумыки, там проживают нагайцы, на чеченской земле. И мы, как одно единое целое, как многонациональный регион, никаких проблем нету. Наурский район, терское казачество. Как жили терские казаки, если они сами не уезжают, никто их не трогает, церковь им построили, дороги им построили, живут, никто не трогает, крестись, Пасху отмечай, за кладбищами следи, госслужбе работают, никаких проблем нету. Аварцы то же самое, если есть там, где проживают. Никто не заставляет, нам не нужно притягивать. Поэтому, что касается Грузии, мы если говорим про историю, да, у нас есть какие-то моменты, мы знаем, что у нас очень тесные взаимоотношения с грузинами, мы знаем, но нам не нужно кляться в любви к грузинам, нам нету надобности. И если они сегодня переформатировались и ради какой-то политической выгоды там несут какую-то другую ахинею, флаг в руки, барабан на шею. Но все знают одно. Во времена первого независимого президента Звияды Гамсахурдия, кто его привез, как выручил, где он жил, после его смерти, что его сюда привезли, пышные похороны, похоронили. Чеченцы свои обязательства хороших соседей выполнили. И нам не нужно никому навязываться. Если это сделали со своей стороны грузины, хорошо. Так поступают настоящие соседи. Но не нужно упрекать друг друга. И мы не заставляем грузин становиться чеченцами. И не просим чеченцев становиться грузинами. Это личное право каждого человека. Женил чеченец на грузинке? Хорошо. Машалла. Выйти чеченка за грузина замуж? Нет. Категорически нет. Это наше правило. Почему? Потому что мы мусульмане. Все. Какими мы бы соседями не были, как мы друг друга не друг. Опять же, это зависит индивидуально от каждого человека. Это каждый решает. Отец решает, выдавать ли замуж за него или нет. У нас нету людей, которые просят выдавать их за них или и так далее, ради мнимого братства и так далее. Мы относились хорошо. Что касается двух конфликтов, это абхазский конфликт, это южно-осетинский конфликт, я правильно не знаю, да? Южно-осетинский конфликт и так далее и тому подобное, что участвовали. Да, участвовали. И там участвовали в 91-2 году, и там участвовали в 2000, там, во времена конфликта. Небольшие отряды. И там был небольшой отряд, и здесь был небольшой отряд. Но если сравнивать с чеченцами и с Чечней 1,5-2 миллиона, всех, если даже вместе взятых, до 3 миллионов, что от чеченцев какие-то 50 человек по призыву, по своей должностной обязанности, которые военнослужащие пошли воевать туда, допустим, да, и то есть там доказательства, мы публиковали, что они защищали грузин, помогали и так далее и тому подобное. Даже в южно-осетинском конфликте я говорю. Что касается Абхазии, что там поехали 50-100 человек, не 10 тысяч. Да, было, потому что было обязательство, потому что был договор заключенный, мы знаем. Но несмотря на все это, Джохар Дудаев был близкий, хороших взаимоотношениях с грузинским президентом. То, что помогали медикаментами, помогали с едой, когда тяжелый момент. Когда нужно было вытащить Звияда Гамсахурди с Армении, это сделали. Мы сделали. Они то, что приняли, не приняли, они сделали. Это все. Но нам кому-то бежать и умолять, упрашивать, нет. Нету этом надобности. Валлахи нету. Единственное, что я говорил и говорю всегда. Уважение к грузинским ученым, которые сохранили, записали, сохранили все, что касается дзурдзуков, кистинцев. И то, что в ранние периоды их ученые говорили, что это предки чеченцев, навчийцев, область Навчта и так далее и тому подобное.
Вам за это огромная благодарность. Но если в угоду сегодня новой политической ситуации в Грузии вы будете переделывать свои же грузинские источники под новый лад, вы понимаете, да? Пускай это будет 100 тысяч долларов, пускай это будет 200 тысяч долларов, пускай что бы это ни было. Если вы будете переделать своих же ученых, вы понимаете, о чем я говорю, под новую политическую свой лад ради какого-то там момента, это лишний раз только опозорит вас. Потому что в советское время написано достаточно литературы, и мы многие вещи знаем. Да, есть, которые не знаем, но время придет. И достойные сыны грузинского народа скажут, на самом деле вот было здесь написано, а то, что написали эти, как они написали, из-за чего написали, мы не знаем. И так далее и тому подобное. Так что вот такие моменты. Ничего плохого в адрес грузин я сказать не могу, потому что там проживает без малого до 20 тысяч наших панкистских кистинцев, коренных кистинцев, которые уже 200 лет несут это. Великолепная Макка Хангашвили, который является доктором философских или, я не знаю, исторических наук. Там много ребят, которые учатся в университете, уважаемые. Сама президент Республики Грузия после смерти Хасу Хангашвили пришла, посмертно наградила для маленького народа, кистинского народа. Это очень... И Хангашвили, Макка, она такая серьезная. Статус и доктор. Конечно, она профессор, конечно, если я несу доктор наук. И оскорблять я могу. Да, я к этому хотел подойти. Не то, что ее оскорбляют покойного его мужа, который скончался 10 лет тому назад, из тейпа майсто, пытаются оскорбить, натравить, якобы Макка там какая-то бизнес-леди, что они ненавидят грузин, проживая в Панкийском ущелье. То есть определенные силы, которые сегодня пытаются навредить, исказить реальную действительность, которая есть, и испортить место панкийских кистинцев. Для кого это делают, чей заказ они выполняют, я не знаю. Потому что человек умер 10... Ответственность. Это абсолютно другая тема, мы ее обязательно затронем в следующем эфире, просто сейчас я не хочу, чтобы мы перебрасывали с одной крайности в другую. Да, конечно, это есть, да, на Макку и на панкистских кистинцев сегодня идет вал критики, незаконной критики, людей, которые к ним не имеют никакого отношения. Я не знаю, то ли это заказ, то ли что это, но факт остается фактом, что они пытаются сделать эту фильм. Но я надеюсь на благоразумие грузинских политиков, достойных ученых, которые знают и Макку, и ныне покойного Хасу Хангашвили, и всех, и Дишни, и Майства, и Мелхи, и Эхки, и Тирвы, которые проживают в Панкийском ущелье, далыш Духбах Бойл, далыш Мукшмештил Бойл. Прошу благоразумные головы грузинского правительства и Республики Грузии, чтобы понимали, что эти люди проживают там 200 лет без малого. Они никогда не предавали, не продавали и достойно всегда жили, достойно выступали от Республики Грузии. Поэтому не поддавайтесь на провокации этих некоторых лицемеров, которые будут пытаться разжечь или вести такую вот пропагандистскую деятельность. И само собой, кто бы этим ни занимался, кто бы ни разжигал эту фитну, кистинцы это немножко такой очень миролюбивые, но очень мстительные. Я знаю, это не понаслышке, они такие же, как и мои родственники Мелхи, лучше оставьте вот эти подлые вещи, они ко всем и ингушам, и чеченцам относятся очень хорошо. И они максимально пытаются назвать войнахами и гостеприимны очень. И они до сих пор не понимали вот этой темы, которая между нами. Но когда сделали пару табешных вещей, они уже начали говорить прямо в лицо и сказали, что мы хоть и говорим, что мы войнахи, что мы один народ, но мы относимся чисто к нахчийцам, к чеченцам. И те, кто это не понравилось, видать, занимаются этим. Не могу сказать сегодня имена, фамилии,
но если будет на то надобность, это, думаю, никаких проблем нету. Вообще, эта ситуация очень смешная и очень негативная. Вроде бы один народ, вроде бы могли вместе достичь многого. И это показала смерть вот этого маленького Хизира, героя Хизира. Да, что мы вместе можем достичь намного больше результатов. Но вот те люди, которым не нравится единство нашего народа, они находят любой повод, то есть они знают, как задеть нас, и нам приходится автоматически отвечать. Не отвечать не получится, поймите. Ну, такая уйма негатива, написанная, рассказанная, показанная. Но нельзя это безнаказанно, имеется в виду, хотя бы на уровне дискуссии, это показать людям, что это недостоверно. Поэтому я думаю, что где-то вот так вот. Блин, что-то я сегодня задержался с этими ответами, вопросами. Я не рассчитывал, что так долго будем говорить. Ну ладно, последние 3 вопроса отвечу. И на сегодня мы оставим. То есть, получается, Владикавказ, владыка Кавказа был придуман сдерживать нас. Ну, по сути, да. По сути, да. Ну, в основном нас, и не только нас. Теми Быбол на свадьбе отравили по приглашению кумыкского князя. Бибол посетил свадьбу, там его отравили князи кумыкские. После этого все князья кумыкские спрятались в русских крепостях, пишет Байсангур 7681. Ну, ты почти то же самое рассказал, что и я. Да ерунда, этот закон о реабилитации, как бы нам не пришлось... Так, прошу вас, слушайте, не надо мне писать ерунда, не ерунда. Закон есть закон, он не имеет обратной силы. Если закон о реабилитации принят, на законном основании сегодня можно требовать и восстановить Ауховский район и вернуть дома ауховцев. Это главная причина. Я прошу вас не называть ерундой, не ерундой. Просто есть люди, которые выполняют закон, которые не выполняют закон. Это зависит от людей. Закон сам хороший и правильный и своевременный. А каким образом ты хотел реабилитировать весь чеченский народ? Чеченский, ингушский, ладно. Не будем уподобляться этим людям, которые делают там, только себя называют. Поэтому... Нет, этот закон принят не только для чеченцев и ингушей. Он принят для всех народов, депортированных, незаконно депортированных во времена сталинских репрессий. Это понятное дело, конечно же, Зурзукеть. Я с тобой не спорю. Ну, в основном мы затрагиваем только свой вопрос, поэтому я сказал это. Ни больше, ни меньше. Вот так. А там что, ерунда была, да. Не, он там написал, я ему отвечал, он написал в прямом эфире, ерунда, это никто его не выполняет и так далее и тому подобное. Итак, друзья, в Телеграме мы еще немножко задержимся, в Телеграме у нас особая каста, мы там говорим, Телеграм и Ютуб сохранится, в Инстаграме я эфир завершаю. У меня, во-первых, заканчивается трафик, точнее, он уже почти закончился. Я хочу сохранить, если получится. Если не сохранится, запомните, прямой эфир вы можете найти на нашем YouTube-канале baslam.39live. Завтра мы уже будем, я вам буду не просто показывать картинки с книги, а буду конкретно зачитывать моменты с этих книг, которые очень полезны, нужны для нас и важные для нас. Всем огромная благодарность. Я так понимаю, 2 человека задонатили. Один в любом случае, я знаю, Уэйс, чтобы не задонатить, никогда не про Уэйс, да, вопрос остается открытым, вопрос остается, я не знаю, кто будет отвечать на него, но факт остается фактом. Если начинали мы с этого и заканчиваем на этом, если вы сегодня считаете, что исполнительная власть имеет право размещать в стенах государственных, так скажем, да, апартаментах, где находится Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия, фейковые карты, то вы должны понимать, что вы являетесь инициаторами этой фитны. И в будущем, и в настоящем. Надеюсь, руководство, которое
великолепно, наше, по крайней мере, руководство с любовью и уважением относится, и у них хорошие взаимоотношения с соседними регионами. Если они услышат, приложат, да, приложат усилия и решат этот вопрос, если решат. Если нет, ну тогда на нет и суда нет. Вы уж извините, вы являетесь сами одними из тех, кто провоцирует и просит потом не отвечать на ваши провокации, ваш адрес. На этом все. С вами был Башлам Чимаев. Мы продолжаем эфир в Телеграм-канале, в YouTube-канале. Инстаграм мы заканчиваем. У меня закончился трафик, прошу прощения. Как раньше, долго мы вести пока не можем, но будем работать над этим. Чем больше у нас будет спонсоров и людей, которые нам будут помогать, тем больше мы сможем проводить прямые эфиры. Я вам сказал, все зависит от вашей поддержки. Если нет, то будем работать, публиковать. Всем огромное спасибо. И приведу коротко статистику. За последние 3 месяца Инстаграм-канал у нас видео просмотров, чтобы не сглазить, меньше 5 миллионов просмотров у нас нету, а так доходило до 8 миллионов на Инстаграм. На YouTube-канале у нас за месяц и 10, и 12, и 13 миллионов просмотров, а вы должны понимать, что просматривают эти люди на нашем канале. Это наша история, наша культура, наши взаимоотношения. Это Нохчела, Кунхала, Адмала. Это наши прекрасные певцы или и так далее и тому подобное. Все, что касается чеченского народа, чеченской географии, чеченской истории, культуры, башенных комплексов, истингов и всего остального. Все, что касается нас. Поэтому, и если весь мир будет узнавать об этом, с лучшей стороны, с такой, какой мы являемся представителем, я думаю, это будет только во благо нашего народа. Ну и плюс наши ребята, подрастающее поколение, изучают, учат и знают намного больше, меньше ошибаются. Поэтому лайкайте, подписывайте. Всем огромная благодарность. Обязательно пишите комментарии, лайкайте. Мы с вами не прощаемся на YouTube-канале. Завтра, если получится, ждите нас в 22:00. Телеграм и YouTube мы продолжаем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Так, секрет. Я по поводу того, что ты говоришь, вот там это кто, молодежная разместила карту там туда-сюда. Нет, и что будет, что, да, и дошли, что и короче. Это 10 лет продолжается. А туаур, комитетчики, они будут делать свое дело. Смысла нету их призывать к чему-то. Федя, я Тарсон. Ну, дивись, вече она та ищем цапьетах. Вече харита мудай пайден. Ну, сахучан, допустим, Дзурзукети, те люди, которые вообще не в курсе были, сегодня об этом посмотрят, там 1000 человек уже просмотрели, я до того, как вошел, там 15 тысяч человек просмотрели этот ролик. 15 тысяч человек узнали, кто на самом деле там... Нет, говорить надо, правильно делать. Самосознание. Надо в первую очередь нашим самосознание повышать. Да. Если не так, то по-другому никак не получится. Вежи, а с Инстаграм отключите на слушание, здесь хорошо, по очереди, здесь кричаных, здесь меньше слушанов, чувак. Не забывайте, только у нас YouTube, чувак, YouTube эфир, если что. О чем мы хотели еще поговорить. Что там, активный модель, что и целсман. Здесь почти, берите такой. Внимательно. Телекому полностью интернет. Хамо? Телекомат. Не работает. Угрозно. Да ладно. Уже ладно, нормально. Сумма я вам. Вообще Сеник прямой. Илон Маск специально связывал шум акцию, если Сеник нормально ела. Хайнег, отцу Сайнег нормально. А вы на телекоме? Wi-Fi Хайнег рувай, вы на телеком. Ну, не скажи, Лоша, не скажи. Есть и другие варианты. Телекоме четкий шарик.
Vaināk Telekom, dik юбладик дичь. Ну, я ларволяду. Не, реально так или иначе, я тебе скажу, так есть. Не, кабельная у них... По кабельному интернету просто шикарный интернет. Кабельный, dik кабельный интернет. О, dik Маша, Алалум, да, молодцы просто. Я, насколько знаю, на Северном Кавказе интернет, самое большое потребление и очень самое лучшее качество, если я не ошибаюсь, это Чеченская Республика. Ты не сомневаюсь тоже. Яшин западочный код на западлашке это слушающие. Да, мама, солнца код мацаюш, что все равно платный. Я к ним никакого отношения не имею, я только с Билайном работаю, поэтому мне в основном бесперебойно. Мне никакой разницы нету. Я заплачу, у меня есть связь. Не заплачу, нету связи. От Вайнах Телекома мне ни тепло, ни холодно. Он бодик дисла. Но кабельный интернет у них сайнс юрта кананю ша. Гинасу о я церас дегбах. Зачем мне это приукрашивать, если доцик дится он штатс? Какие я не знаю, есть ли там какие-то обошил, бонусы, не бонусы. Я не в курсе, братан. Ты уж извини меня. У меня ни VPN, ни это. Но если модейтиться, сейл связь с NU, это, как говорится... Секрет фирмы. Я помню. Война сам положение. Он атаки, он удавал. Швеция года 3 назад. Связывали оператор Война Телеком. Вы наш абонент с 2010 года борцу типа иштиду шашхана бесплатно каба там елар махчук за бесплатно интернет илар зарсун. Да ладно, ба. Он дел поблачил, хуна цени то резаваться, вати. Да. Ходик не гонда. Да, Руслан, если вот оставить вот эту тематику, то посмотреть на другие проблемы, в общем, если посмотреть, у нас очень какие проблемы? Аналитика очень печальная. Ой, только я тебя прошу, я только не про них. А я классно делал, да, я не сейчас моерил. Я знаю. А ты анунакш. Оно я что езумонт, а я хладил, да. Говорить о этих ублюдках не хочу. От того, что ты не хочешь не говорить, проблема я не согласен, исчезает. Я не говорю, что проблема исчезает. Понимаешь, должна быть какая-то методика, а я какую методику могу выработать? А сейчас больше хаули, что оно не перед хуюцеришь. Хаду или доказать, вот. Остальное, как говорится, начинает не арабский гори возить. Причем тут арабский? У арабов своя культура, у чеченцев своя культура. Я ничего плохого не вижу в арабской культуре. Но она для арабов. И я ее не должен воспевать. Есть наша чеченская, эти же якобы чеченцы, привратники всего чеченского, сидят, оставил бы какой-то усы кота, я не знаю, Сальвадора Дали, сидит, изменил голос, хичейл, чама ярил. А где мечаются ногти, попах, мечают газыри, где на нем чеченская одежда? Мудашвили, чама ярил. Поэтому говорить о чеченскости не стоит, если ты этого всего не делаешь сам. А бахар поедмобать, а ногти делу шваца, омадя шваца. И не надо арабов обвинять. Это главное, оно накидывать пошла. О, бахауш, о, дикинеауш, диндуш. Мадикта колхана, да, гештацун. Да, гештацун. Извой, мы ни его тейп, ни его родственника мы не осуждаем. Это сразу нужно понять. Этот утырок никак не касается своих. Ведь нормально, нахуй. Ярба. Каждый находит то, что он ищет.
Бодик Дисла. Но умешивать, там, рассказывать. Свинец сделает из атеиста настоящего мусульманина, я считаю. Этого я не знаю, поскольку я человек сам пацифист. Я люблю дротики. Там дротики, арбалетики, там кинжалики. Там, свинец, не свинец, это уже второе. Ибрахим, если в Ютубе есть вопросы, пересылай здесь или зачитывай, не забывай про нас, если Ютуб чуаяла. Я сам сон. Hezon başlama. Nemniča intervju video gledaju комментарии, что так я шена. У нас что само дали, как же хорошо, что они это делают, вам назло поштать. Что дальше поштать, я заш. Отсюда вышло, какие же вы жалкие эти нервницы, аж виснется, да? Где ты интервью выложил, где Аймания Тамирова поет Каида и Куат читает, то комментарий, то видео когда. Там еще рассказочное авторство они там написали, как всегда. Ну, понимаешь, я выложил людей, которые изначально что молодо выглядит, да, что нам духом ждегмадовой. А этот Паскаев Рамзан, красавчик, он ученик прямой Димаева Умара. Он помнит, как он писал, как он укладывал. Сын его, Али Димаев, тоже народный артист Чеченской республики, Ингушской республики. Он все помнит. По сути, в войнах есть мовайцу, Алексазером. Пользуйтесь все на Кавказе, бахцу. И здесь хорошо поправка была, но не забывайте об авторском праве. Кто бы пел, никто не против. Но чухвасный цигером, аварцы были, аварцы будут больше. Взяли чеченскую песню, перекинули, один написал. Этот автор этих песен, это Башлама, односельчанин, туда-сюда, написал его, когда он был в заключении, а его сын ее перепел. Во-первых, это не просто мой односельчанин, это мой родственник. И Заур мой родственник. Сагергеру Заур. Язынок, чеченцы были, и гитаранты, Олег. Сюнда Сагергеру. Авторское право за ними. Кто бы сегодня не переделывал это, ну как сегодня прописали... Таким макаром, хорошо, тогда давайте, Сунтан, Инстаграм, газ, цыган, там, я не знаю, Киел, народность Шуаба, именно свадьба, я лично видел сотню и сотню видео, где ставят наши песни, короче, Жимал Хейтина Йош. Что теперь? Сейчас у меня есть казах, есть еще грузин, у меня вот ролики есть, я их специально загружаю, чтобы не потому, что я там прям фанат исторический паблик Алхетер, нет, я просто показываю, что наша культура и наше культурное наследие используются и поют их, и как бы ни относились, кто бы что ни говорил, цыгане, которые относятся к индоарийской расе, на своих свадьбах не умеют танцевать лезгинку под наши песни, то я не так говорю. Но факт остается, если написали, если поют, во всем мире знают, это же хорошо. Это тоже не с бухты-барахты, как говорится. Башан, там благодарит. Да. Чеберлой, тейп дуй. Тукумду, тейп, да, чеберлой. На боксу кейсушку, чеберлой, тейп дубош. Ну, у нас, честно тебе скажу, не в оскорбление, у нас неграмотных людей очень много, к сожалению. Ну, какая Европа, будешь идти, чеберлой, мух, колбелыш, мухилайш. Чеберлой, тейп наш юка, дукамзас, мак, ажвай, дакка, тейп наш, они считаются выходцами из нашки. Там, что говорить остальное. А если маму бахкениш, чеберлой, мухилайш. Но сейчас вот так судить, Каспийского моря. Я еще раз повторюсь. Вплоть до Каспийского моря, Корхуард, Олцунав, Сацбочар, Кайспхуард, Олвука, вот, и Корхуардан, Техачился, аж ночи тейп нашел. Мы знаем это. Жили различные тейпы. То есть Чеберлам, Ваймахка, моей, Хигейна, Яци. После
нашествие Тамерлана потихоньку обратно свои земли заселили, спускались. Если Масол году. Но это 15 век. До этого они жили тоже там, потому что Хуахдал, Кешниша, они им по 900 лет, по 1000 лет. То есть, чтобы ты понимал, из наших спустились в 15 веке, и где там 1000 лет, разница моей. То есть, раньше жили, потом во время, у нас всегда было, когда нашествие какое-то, там, монголы или татаро-монголы, уходили вглубь горы, скрывались. Примерно, Башлам, что он даст примерно, он как представляешь, да, Оля, вот и он того жду, когда он такой. Из-за тайпа на Иисус Бусет, Чебарлой тайп дубош. Оля. Сун бодик дичь. Я представляешь это. А внутренний кухней, о танчинах дует, ты этим людям объясняешь. Вот я сейчас не хочу называть эти ветви, они от больших чеченских тейпов. Ты им говоришь, что эстейп на душу, что просто цагар, дудак эстин, нех и дудак эстин. Нет, то тейп, ну отдельно, то отдельно. Ну вот эта независимость, вот это сам себе начальник, генерал был, что он говорит, что есть кое-кому. Хотя это очень неправильно. Поясню почему. Потому что по данным, опять же, тех же кавказоведов, так сказать, и ученых, которые в советское время писали, если я не ошибаюсь, этнографы наши говорили, что формирование тейпов началось всего лишь в 9-10 веках. То есть до этого не было этих названий. Там были имена, были урочища какие-то, а вот общество именно так не называли. А вот после 9-10 века, что там произошло, почему они решили назвать их, мы все знаем, что тейп это не чеченское слово, это арабское, ойф, кажется, называется. Тухум это тоже арабское слово, мы это тоже выяснили, некоторые сегодня его приписывают к тюркским. У нас оно называлось вар или варс, оттуда пошло верс, как мы знаем. Ну, гон, войчар больше, но чуть-чуть оле, войнмекш датская. А я, да, вот, искери я вчера, под кумыкский лад, тюркский лад переделали Ичкери. Оставили Ичкери, а Саидов, то, что писал наш историк-этнограф, Нашхоев, то, что писал наш историк, имеется в виду местный, царь Хабох, Искер, Хихил, Лачунгуна, Ашпол, Дюха. Некоторые говорят, что первые из наших спустившихся 9 фамилий назывались Искерк, и оттуда пошло первых 9 тейпов. Другие говорят по речке тоже, то есть версии разные есть, но в любом случае они чисто чеченские внутренние. Нет, и отторгнут на тюркские версии хаец рез духой. Шейл Олвой, Шейл Бог, Мичер Хаделду, Шейл, ровное место, после, когда спускаешься с гор, это чистое место, ровное место, где поселились. Нет, имеют ждать. А то, что это дали название якобы какие-то кумыки, тюрки, то все, и что Оли, да, было. Это тоже сейчас уже и Хабаев Ибраим, и остальные тоже по этому вопросу, и Атах Болкуду нашли чеченскую версию, никакого тюркского отношения не имеют. И Тонкал никакого тюркского отношения не имеет. А то, что есть тюркское, наш парламент принял закон, шир название, хая, и вместо парламента принять его хуйцарю альшхайна. Я говорил и рассказывал об этом. Прошляпили, гунядин кейл, да, качбуй, паспорт шиз, язык таблички, да это идиотизм. Ничего не надо было. Со временем бы автоматически хат эван, захан маяльна хуйчхайна, автоматически хуйчху, цанна аш, далаца диз, сама даца диз. Ну, поменяли некоторые, но не все. Наоборот, эту инициативу нужно было подхватить. Наоборот, парламент Чеченской Республики отправить, сказать, мы вот этого, там, наше село называется так-то, в древности оно называлось так-то, от этого тейпа, от этого места. Голосовать и муниципальный выбор, провести эти названия Хейсит Али-Хари и парламент Али-Хари, наоборот, а это мы упустили. Рассказывать начали сказки, придумывать. Тот, кто сделал, сделал. Тот, кто не сделал, и оставили.
Вот. А кто виноват в этом? Виноваты мы сами. Вот Кошкильды поменяли, мы знаем, Кошкильд Хейсновой, Хейнца Борз, Борз Бухаерите, правобережный Ахборзимя Чусо, его тоже поменяли. Есть многие, которые поменяли, и нормальное название уже при въезде в село, оно написано на русском, на английском, на чеченском. Хейнцани бенис мацалой. Сразу вайчамел цершхисах юстермояц. Беркел. Все время Беркел халил. Комсомольская дина, Советский Союз, в общем. Хейца царайсен прошляпили, потом еле-еле сейчас восстановили. Беркел аль-шейот и хайлацу. Все. Хульш моду изал. Хулуш бьецалах, вайдадин дур бяхшевиды. В основном проблема и вина наша. Потому что многие не хотят признавать войчарбо, что гундуй этойна и гум эцалоцвой. До сих пор и ночью и школу ювей, хунядин ювей, сенсация йогурк энтибог, гудухайшон, хунядин, сенсация юбо, что миллион лет гаюрхане знают про эту ситуацию. Никакой сенсации в этом нету. Как и нету сенсации в том, что есть там армяне называли навчиматянами нас. Это еще с 60-х, 70-х годов известный факт. То, что находится на территории Чечни и предполагал один из лучших представителей, и, так сказать, научного истеблишмента своих работ, указывал, что столица Алани находилась на территории Чечни. Вот. Тоже говорилось. Да, там географически в другом месте, но он предположительно говорил об этом, что это на территории Чечни. Все вещи потихоньку приходят. А то, что касается сарматов, скифов, я не знаю, кабанская культура, майкопская культура, кайкино-харачевская культура, куро-аракская культура, северокавказская культура, зандакская культура, аланская культура, вот, шамялел культура шаока, караяш, могилш, караяш. Все виды захоронений здесь есть. Гротовые, вот, солнечные и так далее. Шарик, мою, что бы вы ни назвали, все у нас есть. Ну, вайчар оли, вай меч, да, и все. Эджица Алла Чурил. Ассаламу алейкум, ассаламу ашалдума серга. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Хатта дәрсе инса в тему, не в тему, что интересно деклад боларсың. Yok, ben bu uçdu temi bir bu alsır turba dela galgati abisam voy hal Служинские равнины метикши. Хаттар духрык. Üç sen abis purba dela abisam bu. Окей. И дальше метик шею эл вот хубу больше до дисари камел хал. Хорошо, поясню. Вот диа итун калко качас халабях концерт. Хорошо, отвечу тебе, Эджи. Смотри, на чем они основываются. Заключенный договор между кабардинцами и чеченцами, так называемыми, не беглатами, я скажу, а чеченцами, а он был предводителем в то время чеченцев, заключалось в том, что им разрешается спускаться в область Назрани, чтобы они на плоскостной территории поселились, только при условии, если они примут ислам в мечети. Вот так. Но мы знаем, что в дальнейшем продвигалась Российская империя, завоевательные периоды, им нужна была военно-грузинская дорога, они об этом описывают. Кстати, в книге Дьякова они очень сильно говорят, что именно в основном вся вот эта ситуация по Дарьяльскому ущелью и этих крепостей, она основывалась на том, чтобы прорубить это окно до Грузии, христианской, так скажем, да. И, само собой, то, что они должны были пройти по Кавказу, там не было вопросов, чтобы уничтожить чеченцев, им нет, им абсолютно, они в то время с нами не сталкивались изначально, им нужно было прорубить окно, и мы знаем и первый поход Петра I, который начался более интенсивный, при Иване Грозном это было более слабо, там стрельцов отправляли, но они бывало и проигрывали, и отходили. Но при Петре Первом, то, что завоевание, это уже нужно было отвоевать Дагестан от персов,
и дальше прорубить, как говорится, окно до Индии. Вся идея фикс, и во всех исторических источниках российских записано не покорение Кавказа как территориальной целостности, а покорение именно пробить окно и дорогу на Индию. Это раз. Мы должны понимать, что там были сверхмировые державы, такие как Великобритания, английская, которая была морской державой. А Россия по сухопутному должна была пробиться до Индии. Вот такая была идея фикс, как мы знаем. А кто мешал? Это нужно было пройти Кавказ, потом нужно было пройти Персию, ну и дальше и так далее и тому подобное. И они столкнулись на Кавказе с народами, с теми, которые видели себя свободными и не могли никак с этим согласиться. А после завоевания этих территорий и идет военные, как мы знаем, различные нападают, отходят чеченцы, Бейбулат Таймиев, кабардинцы тоже заключают, некоторые князья кабардинские заключают договор с Россией. И после того, как появляется в этой местности царская Россия, кто-то говорит, начинается с 1770-го, кто-то говорит 1800, но окончательно в 1810 году, то ли 10, от 7, некоторые от 7 до 10 фамилий идут и заключают договор с Россией. И в этом договоре то ли 5, то ли 6 пункт пишется как раз ответ на твой вопрос. Мы обязуемся больше не платить дани там, чеченцам, кабардинцам и не слушаться их и помогать там Российской империи, тот, кто будет нападать на эту дорогу или препятствовать, они заключают с ними договор, или как, не знаю, акт присяги, договор, называйте как хотите, соглашение. И с тех пор Россия становится гарантом того, что они эти земли, а мы знаем, что Россия завоевательница, она завоевала эти, как говорится, победитель решает, кому отдавать эти земли. И на основании того, что победители отдали эту землю и поселили их там, они остались там и сегодня претендуют на них. Потому что, по крайней мере, с тех пор Россия из Кавказа не уходила. Вот. Насколько я знаю. Вот. Разные периоды, просто менялись политические системы. Была царская Россия, заменили, потом пришли коммунисты, потом опять же коммунисты перестали, и пришла сейчас уже Российская Федерация. И вот так, и они говорят, на каждом праздновании говорят, мы своему договору верны, и с тех пор выполняем все, что говорит Россия. Поэтому они являются хозяевами этих земель. Россия отдает земли, она победительница, она решает, кому, кто, где проживает, сколько отдать и так далее и тому подобное. Была бы Турция, возможно, бы больше бы земель было бы у кабардинцев. Понятно. Второй вопрос. Да. Вот и тункер уж мухачно, например, от аура дутко. Ладно. Хабахтичарно, хез мабатюш больше мухачно. Все основание насчет Итонкали является от Мулкой. Там есть некоторые высказывания старейшины Мулкоевского, который сказал, мы ингуши и являемся основателями там ингуши Итон-Калинского района, и Итон являлся ингушом. Там есть предание, рассказ какого-то старца, который рассказал. А так никакого отношения к Итону они не имеют. И то предметные потомки не имеют никакого отношения к ним. И мулко тайп, ханана яр мулко. И мулко тайп дует суюка, та видите, лохсон серии. Загалга бубо шмоктега, та тайп духтя. Гар. Ну и ж тебя канал, мы будешь местный, мы батюш, как они. Царь, все, что находится с правой стороны реки Аргун, ой, с левой стороны, сверху вниз, царь Бах Бог Связан, Беркел, все, что находится с правой стороны, Йок, Ата, Шюйта, Вапамта, Сехта, Шаега, Шейгалга Юбахцар. Просто особо сухуавал, инструмент шайна интересно, и мулку со трана нюк мулку. Вот, тем более. И мулку оценю, как кот то медр хоя ёж бух этё. Ну и гаранчиш бух.
Телец, мабу сделать вид лахсон это ючек это някогда кохо бариш кохо бариш му бариш басанс. А название цер. Ну иш телец был наха и хади андалгар как человек, которого я принял, может заявить Хана и член, понимаю, что это мы здесь вообще командиры больше. Я вижу только одно. Знаешь, что есть такое очень в народе быту шумдук. И да, я не могу тебе никак объяснить, как можно это завтра претендовать. Но поясню тебе. Сана ненхуая хаккойбу. Это шатойский вуз. Царь бах, хаккой голубу бах царь. Гяги не буба, гяги это относятся к орствой, то есть орствой автоматически они говорят голубы. Их же эхкой шарлятся бах царь, эхкой бу, но они относятся из-за языка сходства диалекта, еще голубу бах царь. Ну эхкой не могут быть голубы, потому что эхкой были, во-первых, они намного древнее, во-вторых, намного воинственнее, и в-третьих, сами старейшины ингушские рассказывают, что акийцы в основе своей воевали всегда с ними. Эхкой бусул бхыла, а у кара керстин хыла. Царь войдет, он шпина бос, царь Хашигур говорится, фамилия Окстаг. Он рассказывает и говорит, керст буба бокша, если экой, то ты голый. Если орско, то ты голый. Если шатойский, то ты голый. Если ты чанты и тункал, то ты голый. И насу хилафа. Надо же там распределять, допустим, гухо, вместе гюбцига гухой. Видите, юшки гухой. Это примерно где-то лет, наверное, 300 назад, ну, грубо, ну, махалита, на 200 лет. Ну, это цагалга, зудимые, телеца цига. Тигатана, телецна, примерно это то же самое, что если они завтра заявят, что ерлат галга дубок, сангумаду, кедио, я алвосу. Конечно, царь никогда в жизни галга дуцол, это хаусбеш, я говорю, что хаусбеш, шу, короче, галга пончится, я читаю, эл, что бекшбеш, шум ждете. То же самое. Başlamak davası bir sözünde göre. Tel hubiyah bu şargalga duaça şargalga bu boş tek bir çözda to Забар майнерцо, забар элерцо, забар майнерцо. Гергерна, бек шварцо. Каждые шутки есть доля шутки о сундукой. السلام عليك ابن الله عطيه شو باش جاي نسوي سيجار هو مودو خير ابن الله يا غوي دوبوس خل يتع ادلنا قام دوبوس خل يوبرجنا ستار ستاتياش ياشير سوي تعال فيستيفال so انت خويا يا هوري شي تاعي باش دوي تاع او شندوق بس عوف خاينت ويش بول اشتي همش даже تخوز يورتا ووشا ميتا ну бегш бед ну та он хыттер но уж модатся да ты что ждать что ай да бегш бед та дис вуля ши давела да ай гена ё хавала что что он бегш бед что конечно целый да асин цазла ويا духайга итон халарт син саце башлам ала итон халара именно гергер стати бахнаха чунце башлам хыла из итон халар хыла чунцер хат тилиню сони тилинюце это хотя по идее сада эшват усадеда эшват ут хонохч махваду нан шуйтариуса шатойский какой итон калинским родственник шхаларби итон халар гергернахт ирой буса итон халар гергернах мелхи буса дешичва из хая ури гарбу из маха ури гарабу но цера цацбочер sayыл фамилию Чимаева но мелхи бу еще никогда в жизни из Беной был еще шамел его такие был шоуши гергеру сама шоуши его ошадас но из-за больше войну каса фольклорю каю кез из-за больше хинсо шарвана шара не сюда он шена
სოციალურ სულიში სკოლაში აბარშა ჭებლაშლისო ჭებლა ვანასო ჭებლაში დუჩუსო სულიში სანიო სიტუაცია იუჩუ სოციალი ციგაშო მუდარ ის ჰაბერკინე ლაჩ დალაცერ ბოშუ ჭებლა შაროშა ზაბაში აშბო то есть вы русские заборщи აშბო и бить бешперша бич вас модердич это везде повсеместно да олша саолша Бабашлам. давай Да скажу. Хенца цигоц гухва орца далге штольцун буср боланаксан. Губаш борса сакалакса. Вар губаш кухоевский. Имаш утцани, шамилцани положение. Это энергии уже утверждал, что и галга убош. Эти. Оказывается, цу мича бошилей. До говори хабяка хилбо галга буй. Он там пронюхал, что ну хабе, слушай, это 300 лет назад хабе, но галга ватсер, а там галга уэльчин, куда, инца бэма будешь бы, вэгя горбу, а галга уэльчин, он оскорбится. Ватсер, гуха, уши моим дуцу. Ты пронюхал, всегда видишь, не теми, что этот... Азла, ахис эльчи, дыгде, нерсон. Вот когда мы говорим, вот сейчас ты сказал, галга уэльч, оскорбиться, инсуина, слух резать только эльч. А что тут такого оскорбитель? На сегодняшний день Идрис Абадиев и совет старейшин соседнего региона сказали, оскорблению, они заявляют во весь голос. И они не понимают, что и эльч, с нашей стороны, просто никто не хочет называться, допустим, Астаненик, Янендик, Асхатча, конечно же нет. Они всегда кошуют все. Чинхуай. Всю жизнь чинхуай, ногчи больше. Тысячи лет хабов в Швейцарии. Но сегодня начали говорить, что Чинхуай, оказывается, родственность Аздоевыми, а Аздой это голы, значит, они тоже голы. С каких пор Чинхуай стали голы? Никогда они не были голы. Чей лахта, чей ламма был, чей всю жизнь окаин был. Чинхуай, Аздой, чего шхалабов ждать? Ищи, латиш, вишам, гыржи мах, да вяхна боста, легенду тебя. Да. Да. Но опять же, нужно же доказать, что Чинх оттуда пришел сюда. Нету этих доказательств. Чинхуай говорит, мы никогда ниоткуда не пришли. Всю жизнь куза дутая. И нету опровержения этому. Нету того, что они пришли из Чинха сюда. Вот, точнее, оттуда, там, допустим, с Ингушетии пришли сюда, осели. Нет этого. А в то время, буквально до 17 века, как бы что ни говорили, даже Абадиев признает и говорит, вот сегодня кадеш сакдарбахцу. Это они все знают, но потом уже разъединились, и теперь кто от кого? Мы раньше вас, вы раньше нас. А Итун Халхун Кущу Сунха. Только потому, что Итун Кали это одна из кладезей башенной культуры, понимаешь? И причем намного ранее и древней культуры. Дюрт, Хаскалинский, Кега, они же 9, 10, 11 век. Тиро, Банч, 9, 10, 11, 12, 13 век. Они намного древнее, понимаешь? Так, то если ты говоришь, что иметь ербага, автоматически ты можешь и все культурное наследие приписать, и всех приписать. Мелкие, которые были шехаху, были родоначальниками тоже, как и Тиро, строили, у них есть несколько мастеров, которые строили боевые башни. Больше, чем у мелхистинцев в этом ущелье сигнальной башенной культуры не сохранилось ни у кого. Как бы никто ни говорил, ни у Тиро, ни у остальных. Тиро, допустим, а больше, чем у замковых комплексов, чем у Тиро, не сохранилось у других. Но это только друг другу взаимообогащением есть. Имеется в виду Шаройский. Шаройский район вообще не граничит с Ингушетией. Я у самых там, те еще, когда были живыми, Бакачар, Кахидас, вот Галвы Бори Бяхкин, Бауин, Шамеля, Лаунчтига, они нашли ногчиню. Отношения. Там есть петроглифы и солнечные, и петроглиф. В 92 году Кадзоев флаг Эйлин Галвы. Эти петроглифы есть Хуай, эти петроглифы есть Шарвай, которые не имеют и не граничат с Ингушетией. Они не могли у них их взять. Они там находятся и с древности находятся. Это говорит только об одном. Не то, что мы от них произошли, наоборот, что мы были одним целым. А человек пришел, Тимур Бошу, ему то ли 70 лет,
Дюнят, Амелбол, Дуйбол, что он даже не знает, где эта башня. Я показал фотографию. А хагочешь, голубый баншу, дуйш шусь. Асба, я даже граничит, я голос, а что? Я ему говорю в конце уже прикарцев, хайдели, понял, хава, хара, своей машине дехи, нас полностью дагайте. Он говорит, нету никакого шиква, не имеет отношения к голове. Шиква, был второй прибыл. Допустим, в Шикарое нигде в Чеченской республике его чело пятиугольный бауншу. Пятиугольный, не 4, а пятиугольный. Чеберлах то же самое, есть баунш, который совпадает со сванскими. Но это же не обозначает, что Чеберлах сваны. Башла, там, знаешь, самое сильное отличие, и вот, насколько я заметил, от чеченских башен, ингушские башни, они лежат на очень толстом растворе. Ихние башни практически там несколько миллиметров, а наша кладка идет очень тонко, практически в стык идет. У них сама кладка, она совершенно по-другому у них выложена. Она не имеет ничего общего с нашей кладкой. Хажил, что вот он мял щурь, а это раствор. Вот туги. Ладошка пошла. Айса, я проехался от Галанджоза до Чеберлоя и скажу тебе так. Каждая башенный комплекс наш, Витумкали, Ирвай Махка, своя кладка, свой камень. И он отличается, очень сильно отличается от ингушского. Второй отличается, камень другой, кладка другая, имеется в виду именно, не глыбы, понимаешь? Там прямо пластами лежит этот камень. Шарах Чеберлах Хилбочанха из и Марати Ковчеги Болшо вместе Дахаусиш. Просто этот камень лежит природный, он настолько геометрически ровный. Просто взять, сделать из него кирпичики каменные. Из-за этого там и не нужен было большое количество и раствора. И камень там вообще другой. Второй другой. Чеберла Махка другой. Я имею в виду, они отличаются, все отличаются от ингушских. В основном. Единственные, которые похожи на ингушские, более или менее, по камню баунс. Даже возьмем галанчорский баунс хайвецкой. Там даже они отличаются от ингушских. Это раз. Во-вторых, наши башенные комплексы и замковые комплексы все находятся фактически на недосягаемых местах по высоте. Остадича Айса Хамаун и Тамара Язинил Бауятер Тирвай Махка. Эслам не шука. Во-первых, сейчас лям не слабо, эслам не шука. Киталам тебехуй валвесхо и баунт эхач. Сунсейн хак, от низовья надо подниматься еще 1-1,5 километра вверх. Я скарабкался, как туда, каким вот фигеца нет, бать, я гоушся. Я терчишься, и бау я сидит, хаба. А как там просто-напросто, где зрамы. То есть я о чем говорю? Я нисколько не наговариваю, не говорю, что у них хуже. Но царь Хагочил, Эрзи, царь Хагочик, единственный царь, недоступный Метяил, Бау Хагушига, его внучку, остальные у них все, они, больше тебе скажу, вот прямо предгорье Эрдат, лохоч Метяю, в отличие от наших. Наши неприступные просто, а у них они доступные, более декоративные, можно сказать. И я имею в виду, толщина раствора между камнями заметна там очень. То есть у них того мастерства и архитектуры той, да, у них не было, которая была у нас. Вот. Ну и по датировке я и у Чахкиева читал, и у остальных тоже читал, и у Марковина читал, у многих наших и археологов, допустим, те Терлоевские башни, они старше на 400, на 500, на 600 лет от их. Почему даже их, как бы кто ни говорил, даже Танзила Чабиева или Чабаева, или не знаю как ее, тот же Султыгов Рамзану и Руслану, который сейчас там восстанавливанием занимает, школу открыл по
башенным комплексом, он, когда я смотрел и интервью ее, она дает какому-то итальянцу, и его, когда спрашивают, с какого века, какой самый древний, они говорят 17-16 века. А это, чтобы было понятно, чеченцы уже в 16-17 веках уже фактически перестали строить башенные комплексы. Все. А у них начинается с этого периода, получается. И самое главное, у нас-то ведь безрастворные тоже были строения, башни, которых нету нигде. Да, безрастворные, ямаюиваешь. Да. Ну, по крайней мере, сегодня, даже если тот, кто не верит, может поехать, посмотреть, и сегодня вы увидите, что они без раствора стоят, как и стояли. Да, они законсервированы, да, их не реставрируют, но да, сейчас я поеду, покажу еще раз вам. Я покажу даже разницу. Даже между и Тумкалинским, и Шаройским, как я постараюсь показать вам. Ця проблема, то есть это разный камень даже. Сундера, нам сочинять незачем, нам чужое брать незачем, у нас свое культурное наследие, свои башенные комплексы великолепные. И ни у кого на Кавказе, насколько я знаю, безрастворной кладки практически не было и нет. Только у нас она была. Насколько мне известно, сколько я смотрел их. Ну да, честно сказать, я тоже, в принципе, не наблюдал. Аварские, то, что я видел, тигадик, вообще Ирчалду, там то, что у них есть 2-3 этажа, я посмотрел, которые у них в основном жилая. Вот, боевой Ришсергинаш, он жалкий подобие, не в оскорбление кому-либо, окна какие-то квадратные там. Ну, само собой, никакой пирамидальной ступенчатой крыши там вообще нету, и рядом не стояло. Вот. Очень жалко, конечно, жалко, что у нас их столько уничтожили, что мы их потеряли. И да, если есть в Ютубе вопросы, задавай. Шейхаттек, дистега, хадис, мегадуш. Ассаламу алейкум. Вопрос. Раматуллахи баракату. Ладушу. Hedляш, безрастворный бог, что предал мохлюк, что иштем грязь, я знаю, все, хорошо. Бильту ха их бог духан. Во-первых, там некоторые стены доходили чуть ли не до метра ширины нижней части. А безрастворный не имеется в виду, что это имеется в виду внешняя сторона. Внешняя сторона. Это раз. Во-вторых, это там и пьянщина, а даже кладки ашкальчатиги настолько плотно улидехкиндует, что там даже если бы чулани там настолько они плотно друг другу лежат. Очень плотно. И они там 3-4 ряда. Бачлам, дуй, шер, низ, толбш, дупш, дуй. Да. Но инсаза билто. Примерно возьми кирпич, да? Ты знаешь, примерно современные дома, да? Если ты положишь пол кирпича, стену из кирпичей, без раствора, представь себе эту картину, там будут щели, и все равно какие-никакие будет ветер продувать, да? А представь, ты положишь пол кирпича, потом еще пол кирпича, потом еще пол кирпича, потом еще пол кирпича, потом еще и 6 рядов. Они же не стыкуются, сейчас один в один мацаули, щель, шесть мацауси, халгадол пьяно, да, что дючто, уркшти, хадуя, что да, что уркшти, а там стены доходили 90 и чуть ли не метр расстояния. Кладки у тебя, сатил меточка. Там, насколько я видел, самая верхняя часть, самая тонкая даже, которая была, не меньше 40 или 50 сантиметров. А 40-50 сантиметров это нынешний кирпич мялевой. Выются диаметр кирпичей. 6 сантиметров есть простой красный кирпич. Я имею в виду не в длину, а в ширину. Шейты? Ширина
8 идей. Ну, плюс-минус халита, даже 15 сантиметров халита. А 15 класс, самый верхний этаж, 5-й этаж, там получается у тебя 4 кирпича, 4 ряда кирпичей. Это получается на 2 кирпича, не 1,5, а 2 кирпича. Нижняя. 120 миллиметров и ширина обычного кирпича. Куз ölçən, попорция üşkçiga, kuz ölçən, samoqçaq bir bas qo'y. Даже своя куз наш малта, халита истанш. Истанш малта, ака хавет свой на лилус не аршила, не бо гуду хамашон, цукнаш. Шкура. Да, шкура. Es не вот сама чакиол тариоци войнха. Ишта. И плюс я дошел в этом Калинске, Тиро Махка Каринсун, Галачаза Каринсун, наш Хах Каринсун, у нас башенные комплексы были с каминами. То есть чуах камин шош, холодильник шош, не только там хуаях Каринсун, холодильник шош, имеется каменные холодильники. Ты захатер доллар даже смога. И башня сидит, прямо из башни сидит, Одна башня стояла, как скажем, как антенна, да? Первый махка, царь замковый комплекс, Первый махка, никра хохил магальна, никра хаз, никра баую боевой. Сунгуан, прямо жилые, 4-этажные. Если я не ошибаюсь, единственная сохранившая полужилая, полубоевая, никра есть 5-этажный баую. Жилой баую у нас, боевой цабалас. Прямо боевой баун электрикуш. И боевой бауа, и сейчас отдельно цахул школы так. Боевой бау, и вот есть места, где он отдельно, а есть, где прямо рядом с жилыми. Вот сигнальные, в основном, были, в основном, насколько я видел, они были жилой цачуэшичуэ йошхул, а вот что, как мы знаем, есть башни боевые, которые были особенно мелкости тигаи гери, уж тертибаню мясо, мешкайл бауа, из метхуатинёс, лаха 3-4-этажный жилою, сунцани фактически, это уля боевою 5-этажный. Они вместе. И жили там, и если что, переходили в боевую башню и воевали там. И вопрос. Из башни Цабочар Волкей, 1-й этаж, Адяхни Кабрял. И это не башня. И Ваунчатиш. И Хажу, и Умриш. Сейчас. Ваша Аюташа, это более поздний период, и это более восточная часть Ери, ближе к Дагестану. Тигах Ешла, а то, что и тут Калах Тигах Ешла, во-первых, там даже дверь находится на 2-м этаже. В 1-м этаже вообще нету никаких дверей. Чтобы ты понимал. Там никого там не мог быть. Из ситуации он себя. Это просто в зависимости с клетом кулита. То, что ближе к Дагестану, нет, и восточный стиль уля больше. Царь ящик какие-то свои моды, он ночью один хилдухон. До Дагестана хабой может углот бокой цену. Дагестанский стиль моей, вой ночью. И вой сюли доллар латваш мобати, просто он красивый, декор красивый, и в то время, когда делали башни, что-то там, если увидели соседние уля, если какой-то декор увидели, могли взять, там перенять. Небольшие изменения бывали, но они буквально небольшие, не сильные. Поэтому, несмотря на то, что самая восточная башня у нас находится Хуайский Баоюис, и Хуая Баоа, она больше похожа не на дагестанскую, а Сванский Баншахтарев. То есть то, что находится в Шахтареве. А где находится Хуай и где находится Грузия, мы знаем. Хотя грузины утверждают, что непосредственно часть Дагестана когда-то еще в древности была под Грузией. Да, мне прислали, я не знаю, насколько вы знаете,
или нет. Есть очень такая интересная информация, я о ней никогда не слышал. Оказывается, дидойцы собрали подписи, собрали списки и провели, такой сказать, свой референдум, чтобы войти в состав Грузии, чтобы не потерять полностью свою национальную идентичность. Данное видео у меня есть, правда, оно на грузинском языке, я не знаю перевода грузинского языка, но смысл там своей панки перевод делаю со с титрами. И там, оказывается, дидойцы собрали подписи и просили, чтобы они вошли в состав Грузии. Чтобы аварцы не сделали из дидойцев аварцев. И в смысл. У меня было видео, где дидойцы говорили, что на Первом канале, кажется, или Пик ТВ, или телевидение, где они просили, говорили, что их пытаются, их язык, чтобы поменяли из его зубов. Этот видео у меня было русскоязычным, но то, что они собрали подписи, выступают и говорят, что они хотят войти в состав Грузии, я этого не видел. Оказывается, такая ситуация тоже есть. Или была. По башням хаттер вот зараз его. Да, конечно. Цига баунш яни. Так, больше всего пострадали и очень сильно уничтожены. Фактически. Фактически там боевых башен, насколько я знаю, не осталось. Ну, были они, правильно я понял? Конечно, были. Там не то, что Банш, там были комплексы целые, замковые комплексы, как Никара. И царские офицеры рассказывают, как их методично уничтожали, как окружали Ахмерзит, Эхайнахберши, Вохкалит, Эхайнахберши. Об этом очень много написано и рассказывают, как уничтожали чуть ли не целые города, которые, города Бокудум, Банш Бокдук, жилые эти башни. Конечно, Хилады, Эхкаши Муцал Банш, Эрхила Эхкаши Банш. Ой, Беш Мабаюша. Да, конечно были, там никаких сомнений нету. Бог шдиснацер, то есть там на уровне одного этажа но они были очень воинственным обществом. И я не хочу сейчас говорить при какой поддержке, при чьей наводке, но их уничтожили. И плюс еще там один момент. Мы это сегодня не так сильно замечаем, но во времена Российской империи со стороны Грузии заходили царские войска, и все, что соприкасалось, принадлежало нам, нашим обществам, они уничтожались. То есть шатили, они сохранились не потому, что они лучше построены, а потому что просто они заключили договор с царской Россией. А вот чеченские общества сопротивлялись. И, само собой, при сопротивлении, думаю, ты понимаешь, что они уничтожат. Башлам, вот в Шатиле, вот у Гольштейна описывают ситуацию, что когда язычниками были, чеченцы и хевсуры проводили совместные церемонии. Да. То есть не только тогда. знаменосцем был чеченец, был хевсур. Мы знаем, что Пшалов, Хевсур, Тушин, Сванов, всех их наши, особенно Итункала, Галанчажа, Шара, Бочара, их называют нашими обществами, которые огрузинились, приняли христианство и остались там или язычниками, или это. Но они считают наоборот, они говорят, мы предали христианство и стали мусульманами. Это грузинская версия. И басбийцы об этом много говорили. И я разговаривал с грузинами, они говорят, это вы оставили христианскую веру и приняли ислам. А мы, говорят, остались теми, кем были. Ну вот даже был, он умер, Леван Первели был такой у них депутат, политолог, он Исванов был, сам по национальности, Исван, грузин. Вот, у него, когда интервью, не интервью, у него был
ну как это называем, стрим был с Максимом Шевченко, и когда зашел разговор, то есть о горных обществах, и он перечислил, говорит, это сваны, хивсуры, тушины, все это дзурдзуки, то есть он подтвердил это, то есть из дзурдзуков это все эти общества, короче говоря, имеют корни с чеченцами. Ибо он сам говорил, есть даже этот в интернете наверняка сохранилось это интервью, я слушал его. Такая ситуация. Ну, в любом случае, ладно, можно было бы другое обмануть, сказать, что это вот чеченцы притягивают и так далее. Да, вне всякого сомнения, и воевали, и нападали на Хивсур, и нападали, как говорится, были и кровная месть и так далее и тому подобное. Мы все знаем, тут никто с этим не спорит. Но я хочу, чтобы вы понимали и другой момент. Мы это, конечно, обсуждаем, мы это, конечно, говорим, но не забывайте, если автохтонный народ, это же все, мы говорим о последнем, так сказать, 100, 200 лет, 300 лет, 400 лет, а то, что взаимоотношения были на протяжении 1000 лет, это нужно понимать, что и отношения были, и помогали, и все-таки дзурдзуки, и дзурдзукас, то, что называют его, начиная даже этот период, с 1 века или до нашей эры, с тех пор взаимоотношения Шилмали, Гюрджистане. Гюрджи, имеется в виду, Гюрджи в Грузии всех называем, у них тоже общество и тоже разные. Сегодня они все называют себя грузинами, а там, если ты в грузинскую историю начинаешь вникать, там картвельские, мигрельские цари, сваны, пшалы и воевали, и пока один доминант полностью не победил, то есть этих моментов у них тоже очень много. Я не говорю, что у нас их не было, у нас тоже они были. Мы стали едиными там Нохчи народом, они стали единым грузинским народом, у них лазы есть и так далее, и так далее. Просто, знаешь, Башлам, когда до христианства, то есть были тесные взаимоотношения нормальные, потом, когда христианство стало распространяться и дошло до Грузии, вот тут у нас произошли это расхождения. Ну, это да, это у нас, получается, Грузия, христианство появилось в 4-5 веке, да? Вот, да, где-то с тех пор и начались вот эти разделения. Да. А кстати, так до этого времени у нас были у всех нормальные отношения. То есть кстати, родственные, и военные, и политические. Да. Есть версия того, что именно расхождение между чеченцами и ингушами пошла именно на религиозной почве. Есть и такое, то есть одна из гипотез, что началось о том, что чеченцы начали массово становиться мусульманами, а вот ингуши не хотели отказываться от древнего верования из-за этого, что между нами начали происходить конфликты, и произошел вот этот некий перелом, и мы начали по отдельности себя называть. И что как бы место имеет быть тоже. Башла. Да, и вот эти хивсуры говорят, я вот не помню источник, могу ошибиться, они после того, как крестоносцы потеряли Святую Землю, да, они принимали участие в крестовых походах. Грузины. И вот их специально, вот эти когда они пришли и поселились вот именно у нас поблизости. Хивсуры. Да. Да. Я могу сюда пригласить одного хивсура, своего знакомого? Конечно, приглашайте кого хотите, и мы для всех открыты. Те же самые пшалы, пешхуай пшалы считают себя, они считают себя одним обществом. Просто там они начали называть пшалами, вайниш пешхуай а с той стороны они начали себя пшалами называть. И вот так они огрузинились, а пешхуай остались ночи.
Башла, а голова це спшавшен, чого духом дезон. Це сталкивается дальше. Я не говорю, что войцарца бьет собак. Не, я не говорю, что ты говоришь, что они нас не любят. Не, bara så det var kanske att jag action nog ju boshas var شو folklor خاصيتهم شو ايش خاصيتهم boshas لازم قالوا ده تزون هو كشين خزيتا تاع حال نوشي تاع folklor ايش خز لاسون او бош ده ясно. Ну, у нас очень, к сожалению, сейчас в Панкийском ущелье очень многие сохранили старые песни «Царь Чох», «Малейки», «Малейки», «Мариаме», «Эшаштар» сохранить, но они более поздний период, более ранний период. В Панкийском ущелье еще сохранились, и язык сохранился первозданным, поэтому считается кистинский диалект одним из самых, теперь считается одним из самых древних. Раньше Башла, Висваля. И от Ахмета и Туги был больше бесни, хай он царь, хозяин. Ну, каменчики старые, вот это склад. Дома, башни. Сейчас бац. Но если на то будет воля Всевышнего, они говорят, что в этом ущелье есть башенные комплексы, очень похожие на наши, и самое интересное, никак не могут объяснить, откуда они и кто там жили. Ну как же, Башлам, 1892 год, я читал, не помню источник, что грузины обратились к царю российскому, прислали армию до Душетии по военно-грузинской дороге, если смотреть с севера на юг до Душетии, это где-то в пределах 20, по-моему, или 30 километров от Тбилиси, Чукашла. Вся восточная часть была заселена чеченцами. Пришла армия, которая провела каратель, поубивали многих. И эти территории отдали хевсурам, их заселили. Это вся восточная часть, вплоть до лезгинов, была чеченская. Ну, я понимаю, что, возможно, ты читал. Во-первых, период, который ты называешь, это не такой древний, 890, такой-то, это 19 век. Второй год официально они зафиксированы. Ну, тогда надо найти источник по источнику будем говорить. А так сказать... Хорошо, я найду источник сейчас. Да, потому что мы так говорить не можем. Если есть источник, мы должны называть источник, а иначе это будет выглядеть... И будет назван источник, будет назван, я просто забыл, не придал значения, генерал, который командовал этой операцией, который непосредственно это... Ну, есть, как говорится, если есть дело, значит, будет и дело. Дело, да. Доказательства, мы можем на что-то ссылаться, что хевсуры пришли, но это тоже неправильно, я считаю. Хевсуры все-таки автохтонные тоже народы, как и остальные. Но кем они были раньше, или мы были ими, или они были нами, тут вопрос, это для ученых. Сегодня хевсуры говорят, что они хевсуры, отдельный народ со своей древней культурой, да, схожие, да, близкие к нам, но они отдельно себя считают. Как и те же самые бацбийцы даже, которые вроде бы даже и в истории буквально советского периода войнахами назвали кого? Ингушей, чеченцев и бацбийцев. Вот и все. Да. Они же в то время же были кистинцы. Почему кистинцев никто не затронул? В то время были тушины, никто их не затронул. Шавы, сваны были, никто их не затронул. А именно бацбийцев указали. И они, если они были бы ингушами, они сказали бы, вот, есть ингуши, часть их, которая называется бацбийцы. Нет, они называют бацбийцев отдельно, ингушей отдельно, чеченцев отдельно. И всех их называют Яковлев, Мальсагов в своих работах указывает. Вот. Поэтому у них, допустим, насколько я знаю, Идрис Абади вроде бы говорил, рассказывал, когда с Азаматом встреча была, якобы Мальсаговы и Евлоевы, кажется, он сказал, что они пришли с Хевсурети, то есть что они хевсуры.
Но потом в 19 веке они начали себя называть ингушами. Видишь, там, если есть, опять же, источник должен быть. Если нет источника, ну, рассказал Идрис. Ну, кто такой Идрис? Идрис разве историк? И сегодня не уверен, что Илой захотят, или Мальсаговы, которые и Илой, и Мальсаговы, это большие фамилии, захотят, чтобы их там называли другими. Поэтому, если есть, ну, у Мальсагова по происхождению, вот сейчас могу сказать, прямо Окагуш. Сейчас посмотрим, сейчас, что говорит сам Мальсагов. Так, Мальсагов говорит, сейчас. Так, Мальсаговый, Таргим Род, Мальсаговый, Хокалой, написано, Кахетия, Эрети, Грузия. Он пишет в своей книге, что они грузины из Кахетии, что мальсаговский род. Так и записано у него. Это глава 5, допустим. Он указывает их прямо по фамилии Мальсагова. Он расписывает, где они в Плиево, Альтиево, кажется, Альтиево, да. Барсуках проживают и так далее и тому подобное. Сейчас посмотрим по Евлоевым, есть ли здесь Евлоевы, указывает ли сейчас. И мы ссылаемся сейчас непосредственно на ингушские источники. Это ингушская книга. Посмотрим, кем они их указывают. Здесь он указывает Агибаловы, выходцы из Кабарды. Это Ачелуки Кокурхоевы, он пишет. Так, Евлоевы, Паланкой. Паланкой, здесь записано, Паланкоевы проживают в Яндаре, Базоркина и так далее. Бекмузеевы, Паланкоевы проживают в Базоркина, Паланкоевы, Грозный, Назрань и так далее. Здесь Паланкоевы, Никархой, написано Паланкоевы, Никархой, община. Написано Никархой, община. А Никархой это те же самые Ирвай, мы знаем. Здесь они записаны так, в его книге. Сейчас его посмотрим. Сикмбоевый, Вандлай. Ну, Вандлай, Мушклай мы знаем кто. Сычоевый, Холхоевый, Баркинхоевый, Евлоевый. Вот. Евлоевы, часть 15, Евлоевы род, глава 1, Евлоевы выходцы из Хивсуретии, Грузии. Получается, Евлоевы из Хивсуретии, а Мальсаговы из Кахетии. Так пишет сам Мальсагов. Происхождение ингушских фамилий, тайповой общины и роль ингушского языка в языковой системе мира. На его книге это написано. Год издания этой книги 2004. Есть более новые, конечно, еще 2018 года. Можно его тоже посмотреть, но если кому вдруг интересно будет, если кто-то будет. Ищет ситуацию. Ибрахим, есть вопросы у ютубовских кого-нибудь? Башма. Чеченская, топонимия, тейпов. Цыгаха. Это историю ученые сон, шуру книги азины, авторы. Это топоника чеченских тейпов. Амад Сулейманов, Алмахуай. Что инородный тейп Жумабахт? Нет, там я тебе хочу сказать. Дело в том, что у Амад Сулейманов не был сам этнографом, но он записывал то, что ему рассказывали. А это период, когда он записывал, это советское время. То есть уже на протяжении 100 лет, уже без малого после распада Терской области, Алмак, Далым и Меттик Шашаш, они вошли в состав Дагестана. Исходя из этого, он записал, а так это достоверно. По ДНК показали из Анкуай Амабахар, из Шановчигу, Шсюлибац. К сожалению, многие, те, кто фиксировал, они, я у Мамакаева видел, кажется, они его писали Хакмадой, который является чисто чеченским тейпом, они записали их тоже Даязина, относящиеся к Дагестану.
Да, от двух пал был царь Бененко. То есть, слышал звон, не знаю, где он, а Раязин. Sunul sabats gan tu tādēļ līdz 20 došu. Un šajā es redzu, Oman Milrietona. Šajā nokšķi riet bāma, šajā kestūl. Tas nedēļ. Тарана. Все вот эти сказки, все вот эти выдумки из-за того, что раздела территории, то, что потеряли чеченцы, там, пришло кто Грузии, кто Дагестан, кто к Ингушетии, в другие места, к сожалению, сегодня очень многие потерялись и судят по географическому расположению. Если ты входишь в состав Дагестана, все, но это не так. И сегодня это все полностью опровергло ДНК. По ДНК не обманешь, понимаешь? Ты можешь проживать хоть в Америке, а ДНК домоельная, если и ты не имеешь никакого отношения, кроме того, что ты просто проживаешь в Америке, понимаешь, к американцам. И ДНК показывает, сын ли ты своего отца. Поэтому многие тейпы, которые там у нас даже рассказывали, туркуя тейп. Ну, во-первых, мы туркуя не называем турков. Хункруя олцара, хункар муахка олцара. А туркуя туркал олшан. Метр хабюл будешь, наш хуя гара, дуешь, сен нохчи будешь. И не имеют никакого отношения к Турции. И таких очень нет. Поэтому сегодня уже врать не получится. ДНК домоельно хабюл. По ДНК все северные тейпы и общества Грузии, они 95% идентичны чеченским и тем же ингушским. Так как это? J2, J1, его. То есть Войчер Ек Юкцер. Один в один. Но они себя называют грузинами. И все. Башла. Хатмеги. А-то? Допустим, это ингушские ДНК, я так, таким же макаром мы можем, да, Чебел, Голш, Милшла, тоже разделить ДНК. И не исхудах, а редесом. Еще, ДНК клещи. Нет отдельного ДНК, у них есть небольшая болезнь, которую они говорят, что чистокровные ингуши только J2-оца, но это, конечно же, ерунда полная. И J2 есть у них, и J1 есть у них, и G есть у них, и L есть у них, ну, потому что царь эшёшел тейпнеш, а съехал гыплагупчу. Если иштербаца, J2 бецербаца, то у них не то что 400-500 тысяч, у них еле-еле наберется даже 200 тысяч. Почему? Потому что сдавшие ДНК в Ингушетии, если я не ошибаюсь, там где-то 200 человек, если не больше, 200 плюс-минус 200-250 человек. А сдавшие ДНК в Чечне это 1500 человек. 2400 человек. Уже 2400. Да, 2500 уже приближается. Ну вот, смотри, уже 2500 приближается. السلام عليكم. Просто алдашна галгау сатани ордавалер хасаденкану со гучмаваке. Ну это они это называют чуть по-другому. Они говорят, что мы очеченившиеся ингуши, в том числе и мой тейп, Эшбату тейпа. Но говорить-то говорить, но весь мир знает, что нохчи галгаби, вежри бомбат, я мехтаца бац, я тица бац, ну царь и он дует сумхамца. Я не знаю, может какая-то особенность, какой-то комплекс, я не знаю. Не могу никак я узнать. А так, конечно, в Сахарю ДНК. Цундатаныш дабольдела, нохчи цундела нам приходится отрезать, те ДНК, вы ДНК, здесь шхук, это кули. Ну да. Конечно. Это правильно я понял? Конечно. Царь. Да, Мелбехче, Цебехче, Масла, если у Полонкоева покажет ДНК J1,
и утировать J1. Они говорят, что чистокровные это J2. То Полонкоевы никак не могут быть ингушами. Они будут утировать J1, а J1 у нас полреспублики, масла примерно басом. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Тируай, масит тюшон, хой юмец. Не, вообще я просто пример, конечно. Башлам, сас Инстаграм шаурса на днях, чоошайна. Короче, и коренил, и бесланский могильник, и тяга R1A гайтан, и укечон, ага, Q гайтан. Да. Это яла бутига яздяще, это чисто ингушский, да инка бош яздяще, ючуэл, заинтересоваться, дин чуэл, да я здесь. R1A вообще, Алашин, отношения мои, что 90% J2 бош, дуй достаточно, надо подогнать бош, я здесь мудрый, здесь R1A мечеряля, что как он может быть ингушский, если у вас почти 100% J2L. Так, я здесь, у нас 5% R1A, Так, я здесь еще не получилось, J2 не пригодилось, надо срочно менять вам теперь на R1A, потому что в могильниках нашли Q нашли и R1A. И, короче, где что найдут при раскопках, какая там группа будет, то вы и будете сейчас притягивать к ингушам больше. Да, меня здесь, короче, из R1 ты хочешь плотно оседлать. Сейчас они R1 будут подсиживаться, на R1 будут, на G2 будут и на Q будут, потому что G2 гайтин, R1 гайтин, Q гайтин, и если я не ошибаюсь, даже в одном месте J1 гайтин. И скифские захоронения показали, и вот последний ящик ролик шаг. Что из R1 скифов показали чеченские корни. И, ну, R1 она относится к индорийской, пешховать свой царь, валарец, духом что лицар, да, R давол из-за гочи, да, умеешь паришь, ост гоч, вест гоч, атилович, гоч, берите давол роли, но R1 А, R1B, ну, в Чечне есть, да, причем... Конечно, докция до проявта и второй, почти полностью, можно сказать. Есть у нас, есть. Но у нас самые большие это J1, J2, Q, L3 и G. Еще самые яркие ребят, а так R1 на U, да, есть R, тоже есть у нас. Цена у остаюк R1B. У нас есть вообще, да, у нас есть очень редкие и тема Евой. Кстати, найдены аланские захоронения, Майртубское. Там обнаружили гаплогруппу Т. Т есть только у чеченцев. Если Q, R1 и G2 очень распространены на Северном Кавказе, то Т это большая редкость. Она есть у чеченцев, она есть у викингов. Там у них 5000 лет тому назад общий предок у викингов показал, и у наших нашхоевцев показал, ветка Тею, нашхоевцев. Так что Майрту Пахкарина Тею, а это аланское захоронение. Так что думаю, чем больше раскопок будет, тем больше мы обнаружим. Но сейчас, говорят, запретили, хотят запретить ДНК. Не знаю, исходя из чего они это пытаются сделать. Якобы слышал по разговорам, не знаю, насколько достоверно, типа по генетике, по генетическим этим данным можно разработать оружие, которое будет именно действовать на эти гаплогруппы. Башлам, они, кажется, сентября или сентября или октября. Историю можно будет переписать, надо будет. Они хотят это сделать вот или сентября, или октября, они уже приняли закон, что вступит в силу. По-моему, в сентябре Эльрити, а я в октябре Эльрити. Ну, они здесь запретят, допустим, ладно, хорошо, здесь запретят. А те, кто у нас сейчас огромное количество проживает в Америке, почти что 500 000 населения проживает в Европе. Башлам, вот вся история, которая была ими писана, что это тюрки, это иранцы, аланы, сарматы, скифы, все рушится на глазах из-за этого. Да, они все ломают. Все рушится, и все их исторические труды, они к черту летят, они, оказывается, ничего
из себя не представляют, потому что ДНК показывает совсем другое. У кого сильное лобби, они же и лоббировали, и чтобы назвать себя, вот мы, тем более, к этой власти очень лоялен, то почему бы им не дать это название? Раз отдали, и все, теперь вы эти аланы, вы это скифы, вы это сарматы и так далее. Еще неизвестно, какой сюрприз преподнесут адыги. Не забывайте, что самая большая диаспора во всем мире – это адыги. У них по гаплогруппам всякое может быть, посмотрим, жизнь покажет. Но запретить уже не получится, потому что любой человек, который выйдет в Европу, сдаст ДНК, он будет, генеалогическое древо в базе данных будет. А где он там проживает, они у себя занесут в американской или европейской базе данных. А то, что в России это будет преследоваться или по закону, или что-то, это к России это не имеет никакого отношения. Каждый человек индивидуален. Кто будет говорить, там, поедет, я сдал ДНК-тест, я вернулся в Россию, никто же не будет говорить. Тот, кто сдаст, тихо, молча сдаст и приедет, и никто ничего не сможет доказать. Уже поздно, Да, немножко поздновато. Да, все выяснили. Да, наука уже далеко ушла вперед, и этот процесс необратим. Я думаю, что многие вопросы придется пересмотреть. Башлам, Рери ощутительный алмак. Да. На уварском языке он называется харачайла. Харачой бутига ашберш. И почти все они харачойские ДНК показывают сейчас. L3? Да, я сейчас не помню номер, да, какой это. Показывают харачойские. И там рядом, который с алмаком, село, это Чунгрой, и, по-моему, Билтой, дарме, Ягуно Ери, Билтой, Ери, Ухайл, Но Харачой, Чунгрой, Чермой, у них в основном L3. Эльстанджой тоже есть L3. L3, L2 из семейства L. Теперь L на щук в основном. Это присуще дагестанцам, наверное. L3, почти что все. L, там небольшой процент G2. Башлам, Билтой не гую. ДНК. Билтой, это все относится к нашим ахкоевцам. У них J1. J1, J2, да. Вот Башлам, вот тот мой друг пришел, это Ибер, он Хисур. Очень приятно. Подними руку, Ибер. Если ты нас слышишь. Ага. Вот. Так, он ибериец или кто? Он Хисур. Ибер написано, да, Ибер. Я же поэтому говорю, ибериец или как? Хисур? Иберия, это Грузия, да, по-моему. Да, Иберия, это Грузия. Они само название, по-моему, называют. Да, это царство. Колхида и Иберия. Звать его как? Его? Да. Ну, просто Ибером, может, и называть. Ибер, вопрос к тебе. Слышишь меня? Да. Приветствую тебя в нашей группе. Очень приятно услышать, увидеть соседа, как говорится. Взаимно. Ибер, слушай, ты сейчас живешь где сам? В Грузии живешь? Не, в Америке. Вот я хотел, мне интересно, предание что-нибудь ваше старое сохранилось у вас или как? Предание это в каком смысле? Ну, то, что рассказывали ваши дедушки, прадедушки. Легенды. Конечно. Легенды. Игорь, у меня вот вопрос. У нас все сохранилось, как бы, сейчас, конечно, идет тенденция. Да. Вот у меня вопрос такой, вот то, что вы проживаете в этой местности, то, что вы являетесь автохтонами, или вы откуда-то переселились, вот какие-нибудь предания, или вы всегда были на этой местности, что-нибудь у вас есть такое? Мы всегда были на этой местности. Угу. То есть без переселения, то есть вечно были там, да? Ну да, это
как говорят старшие, так и есть. Башлам, можно я задам один Да, вопрос? конечно. Даже пару. Ибер, скажи, а вот ты же на хевсурский язык знаешь свой, да? Говоришь на нем? Хевсурского языка нету, это диалект грузинского языка. Ну, я понимаю, диалект, вот ваш диалект, ты его знаешь, ты говоришь на нем? Ну, так, пополам, короче, потому что Да. так или иначе я там не рос, и поэтому. А, понятно. А как вода на вашем языке знаешь? Вода? Вода, как на Вода, вашем вода. языке? Да. Ну, вода, Скажи, ну, не как знаю. Алит. А огонь? Огонь цецхли. А воздух? Айр. Да. А река, например, река? Река уже будет Динаре. Все, спасибо. Ну, Ц, огонь немножко есть совпадение, у нас тоже Ц называется огонь. Воздух тоже. Воздух, как ты сказал? Воздух хайри. Хайри, да? Не, Но у нас- хайри. Хайри, да? А земля? Земля как? Земля? Мица. Ага. А горы? Хеби. Ибер, ты сейчас по-грузински эти произносишь? Или Ну, конечно, по-хевсурски? На по-грузински. своем непосредственно диалекте. Это грузинский он говорит, это не хевсурский он говорит. Ну, грузинский есть хевсурский. Вы просто, может быть, думаете, что хевсурский это не грузинский, короче. Ну, и просто вы ожидаете что-то другое. Не, Ибер, вопрос в другом. Нет, Смотри. это разные языки же, Ибер. Нет, разные языки это может быть для вас, для нас нет. Ибер, А вопрос. тушинский язык это грузинский? Какой? Асланский? Тушинский. Не, вот тушинские, они, ну, я как тушев знаю, они все на грузинском разговаривают. Но у них есть вот диалект, который у Цола тушев, короче. У них есть диалект, который так или иначе... Это перекитильский, да? Да, они вот, у них есть как бы, вот, я вот слушал, как они разговаривают. Вот у них есть вот это то, что на войнарский похожий, короче. Ну, это вот, не знаю, это Да, вы, потому что это... знаете, А вы вот же их скажи, слушаете. Ибер, вот у вас хевсуры тоже делятся на две части. Перекитильцы Ну, вот какие, и я еще как другие называются. Хевсуры сами делятся на две категории. Ну, хевсуры, вот понял, хевсуры у нас есть, которые шатильские, есть архотские. Я лично так их делю. Да, есть, которые автохтоны там всегда жили, а есть еще, которые были подселены когда-то. Ну, подселены есть там некоторые фамилии, которые сами же хевсуры знают, что там кто-то, может быть, там не именно не автохтонный, короче, да? Там есть, короче, такие фамилии, которые знают, что откуда-то они пришли. Есть фамилии. Ибер, они не знают, откуда вы переселились и подселились к вам, да? Не, почему? Знают. Есть там, короче, кистинцы, которые, у них фамилия, может, хевсурская, но они прекрасно знают, что там, не знаю, там 500 лет назад или 400 лет назад у них их, как бы, ну, хевсурети. Да. А я есть, почему они говорю, прекрасно это что знают. такая Тоже еще в советское подселенные. время написано. Ибер. Не подселенные, а когда мы как знаем, короче, да, старшие, как говорили, что когда были, скажем, когда кровная месть была, да, и оттуда люди уходили, короче, да, они переходили, как бы, и обосновывались у нас. Также было у нас, как бы, наши, которые уходили, была, скажем, такая тема, что когда была зима, ты бы никак бы не смог бы на, скажем, другую территорию Грузии пойти. И поэтому, так или иначе, тебе лучше было 15 километров перейти, скажем, к соседям, как бы, и там поселиться, и принимали там. Я это имею в виду. Ибер, Хевсуретия в Иберию входила? Хевсуретия ходила, конечно. А картлинцы? Картлинцы, да. Картлинцы тоже в Иберию входили? Ну да, Или они Хевсуретия, были Иберия же это Иберия Восточная отдельно, Грузия, как это же отдельно? не, Восточная Грузия, короче, это Иберия, Западная Грузия, это Колхида.
Но Иберия и Картли это две разные, да? Названия два разные. Не одно и то же. Иберия, она была, получается, еще и до Рождества Христова, скажем так. Это древнее название ее. Да, это горная часть Иберия. Картли это где с центром Цхети, в столице, на правой стороне, по правой стороне. Картли, да. Это Картли, да, вот но это они не иберийцы. И еще одно я хотел спросить. У вас есть предание, что Хивсуретия раньше входила в Цанарию? Цанаретти? Цанаретти? Нет. Я лично такого не слышал, не знаю. Ибер, вопрос теперь у меня. Смотри. По поводу того, что ты говорил, то, что переселялись из закромной месте, есть книга Маргашвили, это грузинские чеченские взаимоотношения, это 70-х годов книга, советская книга, и они в этой книге упоминают огромное количество, прямо пофамильно, кто куда переселился, начиная там чуть ли не с 14 века, 15 века, и само собой во время имама Шамиля, там есть полностью фамилии, это описано. То есть там и в Тушете то, что переселялись, огромное количество прямо указывается. Вот у меня вопрос, это подтверждение тому как раз то, что ты говорил, то, что переселялись и жили вместе, и с этим проблем, как говорится, нету. Я разговаривал с одним хевсуром, и он говорит, что есть проблема, то, что вот тех древних хевсур, которые были и обряды, и традиции, и предания, ты-то в Америке, может, ты слышал, нет? Сейчас пытаются под какой-то общий стандарт подвести и сделать всех как бы одинаковыми грузинами. Я это к тому, что сейчас... суть, и мы не пытаемся вас разделять. А просто вот самобытность самих хевсуров, я что имею в виду, самобытность самих хевсуров, вот эти древние традиции, предания, они чтобы утерялись и более сделать их, так сказать, централизованно, чтобы сделать всех грузинами, без вот этих делений, чтобы все были одинаковые. Насколько если я не ошибаюсь, у вас вроде бы 4 языка в Грузии, да? Они относятся все к грузинскому, но 4 алфавита у вас. Не, у нас алфавит сейчас на данный момент один алфавит. У нас я в Грузии говорю, не в Хевсуре, а во всей Грузии я говорю. Ну, я и говорю, один алфавит у нас. У нас просто до этого было еще алфавиты, но сейчас мы используем один алфавит. Который сейчас. Да. То есть, вот это есть старогрузинский, есть который был при Фарнавазе, короче, да, вот этот. Это все старое, как бы. Вот это новогрузинский, сейчас, который у нас есть, это новый. То есть, если я правильно понимаю, если я правильно понимаю, то есть, по сути, самой в Грузии тоже происходит централизация всего, так сказать, грузинского народа. Я правильно понимаю? Ну, конечно, государственно. Если ты хочешь, чтобы у тебя было государство, короче, ну, должно быть так, конечно. Но сейчас как сказать, между собой, когда мы сейчас говорим, откуда ты, как бы, да, мы всегда указываем, вот скажем, вот мы говорим, цармушобит сайданхар, это типа, откуда ты вообще, откуда твой род, как бы, да, и вот они уже говорят там или Кахетия, или Самигрелу, или Аджария, или Хевсуретия. Ибер, можно у тебя спросить еще пару вопросов по языку? Да. Часы как на вашем языке? Часы я саати. Сахти, правильно, сахти. А ружье? Топи. Топ, да. А ишак? Как? Ишак, осел. Вири. Вир, да. Это вот, пожалуйста. Ну, это арабские слова. У всех грузин так. Да, это арабские слова, да. Сахти, топи, да. Много этих слов, между прочим, есть. Я вот тоже смотрел. А вот которые народы вот сейчас в горах живут, хевсуры, тушинцы, там, шавы. Вот грузины, как их называют? Вот как, горцы, вот как им? Мтелеби? Мтелеби. Мтелеби, да? Да, горные горцы. Есть и плоскостные грузины тоже, да?
О, есть, да, ну вот говорят, бари с картофелем, бари это типа, которые, ну, с плоскости, вот. Ари те, Вот, типа, которые вот именно горские. В них вот, входят не только, скажем, хюсуры, там входят тушинцы, да, все, кто пшавы, по там горам живет, тюрцы, по да, хребту. кесуры, сваны, Кавы, сваны, да, и все они еще туда входят. мохевцы еще, А у них и язык рачинцы. отличается хоть как-то, у них свои слова Вот какие-то есть? вот язык, вот если честно, язык вот как бы вот это считается с грузинского, скажем, с грузинской семьи, как бы, да, языков. Это вот мигрельский и сванский. Вот мигрельский еще там что-то можно понять, в мигрельском, как бы, да, вот я вот как бы знаю сейчас грузинский, мигрельский, когда они разговаривают, еще что-то я могу понять, как бы, но сванский вообще, короче, Отличается, да, отличается. вообще я не понимаю, нет. Ребят, ты знаешь, что именно славянский язык из славянского алфавита очень много слов полностью идентичны. Что-то или у вас, или у меня, не знаю. Игорь, можно вопрос тебе? Стена есть у вас там. Я вот очень плохо слышу, у меня просто это прерывист. Я на секунду, вы опять поднимешь, может быть, из-за телеграмма, не знаю, короче, сейчас. Хорошо, я опять. Неудобный вопрос, что давай. Или что? Сейчас очень чай, Это, походу, глючит связь. Да, ну, я думаю, из-за телеграмма. Да. Эбер, слышно меня? Да. Я говорю, ты знаешь, вот, что именно сванский язык, он очень много сванских слов, это больше, как говорится, до 1000 слов как минимум мы нашли, то, что они полностью по звучанию, по идентичности обозначают одно и то же, что и у чеченцев. Ты знал об этом? Не знаю. Нет. Есть. Я это узнал. Мы узнали. Ну просто, когда сваны разговаривают, вообще на чеченский, как бы он не похож вообще никак. Ну, по звучанию. Не язык, ты не понял. Я сказал слова. Ну слова, да, может быть, да, по звучанию. Да, не язык. Язык я не говорил, потому что именно слова, потому что даже тот же самый бацбийский, вроде бы нам близкий, да, считается, что войнавским он считается бацбийцем. Даже его язык сейчас уже он стал грузинским, а то, что есть древний бацбийский язык, там мы еще можем найти и слова и понимаем друг друга. А вот современных язык уже нет. Я понял. Да. Ну, сванский, да, он такой немножко сложный язык, как бы по произношению еще там уже. А кого, Эбер, вопрос такой, не оскорбляйся только сразу, прошу тебя. А кого считает вообще, вот какое из общества считает ближе к евреям у грузин? У нас нету никакого общества, ну, в смысле евреев. У нас, ну, как бы живут евреи, грузинские евреи, как бы, да. Ну, сейчас их, конечно, мало, они очень многие переехали в Израиль. Но грузинские евреи, да, вот у них фамилия есть, скажем, по звучанию они на грузинский лад, как бы, да, но старшие, как бы, я вот лично, я сейчас их не могу определять, как бы, да, что вот они евреи или не евреи по фамилии. Вот старшие, как бы, да, кто вот, они более определяют, как бы, да, вот, скажем, сейчас из семьи, как бы, был разговор, что вот тот-то, как бы, да, по фамилии, он, короче, еврей, говорит, если у него, говорит, такой фамилия, значит, он еврей. Ну, я их, если честно, не определяю. Ну, они живут, как бы, они больше сейчас в Израиле, как бы, уже живут. Их мало уже в Грузии осталось. Они уехали в 90-х. Просто один грузин мне сказал, что в основном те евреи, которые есть, и большинство евреев,
их относят к мигрельцам, и якобы, что среди мигрельцев много евреев. Нет. Я не знаю, может, это он просто посмеялся, может, поиздевался. Нет, это вот прикол такой, что, типа, мигрелы, они самые хитрые, типа, как евреи. Это просто из-за этого, может, кто-то сказал, а то они не, у них евреев мало. Евреи больше всего, они жили в Тбилиси, они в Батуми были, ну, вот большие города, как бы, да, где деньги водились, как бы, они... Варташинские их называют еще, варташинцы. Ну, да. Их переселяли, как бы, в горную часть тоже их переселяли, но самое интересное, что они, ну, я не знаю, они не прижились там. Они, там, больше... Там, где мало денег, они не приживутся, поверь мне. Вот, они поехали в Тбилиси зарабатывать. Ибер, скажи мне одно. Что касается... сейчас прямо хотел, ты когда рассказывал про евреев, как раз таки хотел у тебя спросить. Не про евреев. Да прямо можешь спрашивать, мы всегда прямо говорим, мы горцы, мы никогда не юлим. Мы... Прямо всегда говорим. Прямо можешь спросить, не проблема. Башлам, можно я спрошу? Ибер, да. А скажи, вот башенные комплексы, башни у вас в Хипсурете, они строились, есть они вот типа наших башен вообще, вот архитектура? Ты видел наши башни, да, или нет? Я вот есть эти башни, как бы, есть, и, ну, сам комплекс, я сам, мой род сам из Шатили, как бы, да. И Шатили, ты Шатили, получается, да, ты сказал? Ну, да, фамилия, род у меня из Шатили. То есть вот. Мы ближе к Интунде, как бы, вот. Мы не Охотские. Охотские, ну, вы сами знаете, да, ближе там, к Ингушетии, как бы. Ну, в любом случае в Хипсурете строили такие же башни